Глава 9. Конец 60-х годов. Новые книги. Обретение уюта. Эпиграф. Я мог бы гораздо больше сделать, если бы меня не держали 14 лет в лагерях и 14 лет под запретом в печати. То есть 28 лет у меня вылетели на ветер. Кто это сделал? Это сделали не власти. Это сделали, что называется, научные коллеги. Лев Гумилев. Начало 60-х годов было для Л.Н., казалось бы, весьма благополучным. Он, что называется, обрел статус. В 1961 году защитил докторскую, в 1963 году стал старшим научным сотрудником НИГАИ Ленинградского университета. ВАК протянул с присвоением этого, не такого уж престижного звания, аж до 1965 года, но это не меняло дело. Опять же, работали, что называется, научные коллеги. Можно было успокоиться и писать, реализовывать все, что задумано еще там, корректируя это в библиотеках и архивах. Но уже 1966 начался грустно. В марте умерла в Москве Анна Андреевна. Л.Н. боялся обратного. Он думал, что будет иначе. Сколько раз из лагерей 1949-1956 годов он писал ей, что вряд ли продержится. Вот далеко не полная подборка таких высказываний Л.Н. В 1951 году он пишет: «Я решил, что умер и нахожусь в чистилище. Я, к сожалению, жив и здоров». В 1952 году из больницы вышел, стал инвалидом. Думать, что я потяну свои 10 лет – наивность, и поэтому совершенно все равно, болен я или здоров. В 1954 году: «Если я умру здесь, останется посмертная работа, которая покажет, что я был и остался ученым», и тому подобное. Получилось, однако, иначе. Л.Н. думал, что в чем-то и он виноват. Внешне 1966 год был самым продуктивным. 14 печатных работ, и в том числе одна из любимых и легких, на одном дыхании написанных книг «Открытие Хазарии». В 1965 году опубликовано 8 статей за год, и в 1967 столько же. Но, конечно, все это лишь видимость. Дело в том, сколько создано за год. А здесь многое шло, что называется, из запасов, из письменного стола. 1966 год был и первым выездным годом. Л.Н. отправился в Прагу на археологический конгресс. На вокзале его встретил Савицкий. «Мы несколько раз встречались», — писал потом Гумилев. «Долго гуляли. Он рассказывал мне о пережитом». Примечание. Гумилев. Ритмы Евразии. Москва. Экопрос. 1993 год. Страница 27. Конец примечания. 1967 год был радостнее. Наконец-то произошли существенные изменения в комнате на Московском, 195. Л.Н. познакомился со своей будущей женой еще в 1965 году. Москвичка Наталья Викторовна была художником-графиком, иллюстратором книг. 15 июня 1967 года она переехала в Ленинград. Месяца 2 до этого от Л.Н. не было никаких известий, и Наталья Викторовна забеспокоилась. Ответ был на открытке и типично гумилевской: «Кончаю корректуру древних тюрок. Жду в назначенный срок. Уже вымыл
Пол. Примечание. Гумилева. Вступительное слово к книге «Поиски вымышленного царства». Москва. Танаис, 1994 год. Страница 18. Конец примечания. Комната на Московском проспекте была его первым собственным пристанищем, где он прожил до женитьбы 10 лет. В квартире, вспоминает Наталья Викторовна, жил даже свой, что называется, родной милиционер, который, очевидно, по долгу службы спрашивал: «Это что ты там пишешь, Лев Николаевич? Хунны твои, это за Китай или против Китая?» «Да против Китая, Николай Иванович». «Ну, тогда больше пиши, а бумажки-то рви, в уборной не оставляй». Милиционер имел в виду рукописи. Примечание. Гумилева. Вступительное слово к книге «Поиски вымышленного царства». Москва. Танаис, 1994 год. Страница 19. Конец примечания. В комнате Гумилева появилась хозяйка, забросившая полностью свои дела ради Льва Николаевича. Стало чисто, ухоженно. Дом сделался гостеприимным, хлебосольным. Хорошо знавший Л.Н., известный писатель Дмитрий Балашов, отмечал, что Наталья Викторовна подарила Льву Николаевичу лишние 10-15 лет жизни, в которые он как раз и сумел подготовить, напечатать и тем спасти от уничтожения свои основные труды. Примечание. Балашов. Памяти учителя. Наш современник, 1993 год, номер 8, страница 144. Конец примечания. Да, с трудами пошло веселее. В 1967 году вышли, наконец, «Древние тюрки», и Л.Н. мог полностью сосредоточиться на завершении «Степной трилогии». Она была подготовлена именно в эти годы. Начал он и серию статей об этногенезе. Летом они жили в квартире Натальи Викторовны в Москве, а в рабочий сезон, осень-весна, на Московском проспекте. Установился некий режим, видимо, неплохой для здоровья Л.Н. А годы были нелегкими. 3 из них заняла битва за наследие Анны Ахматовой. Это особая тема. Глава 9. 1. Разграбление 2 архивов. Эпиграф. Пунины – одно из самых гнусных явлений, которое мне довелось наблюдать в своей жизни. Иосиф Бродский. Примечание. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. Москва. Эксмо. 2012 год. Страница 340. Редколлегия. Конец примечания. Судьба Пунина была страшной. В 1949 году его арестовали, что называется, всерьез. Михайловский пишет, что последним, кто его видел, оказалась А.А. Примечание. Михайловский. Пунин. Портрет в супрематическом пространстве. Нева, 1989 год, номер 6. Страница 158. Конец примечания. Прощанием с ушедшим звучат ее стихи. И сердце то уже не отзовется на голос мой, ликуя и скорбя. Все кончено, и песнь моя несется в пустую ночь, где нет тебя. Забыла ли все А.А.? Простила ли? Странно, но во всей статье Михайловского нет и упоминания о том, что он был мужем А.А. О ней биограф Пунина вспоминает, лишь говоря о событиях 1941 года, связанных с эвакуацией в Ташкент.
Туда же позднее приехали Пунины с тяжело больным Н.Н. Ахматова встречала их на вокзале. Они не виделись полгода, но свидание оказалось недолгим. Уйдя из жизни, Пунин не оставил в покое Л.Н. Пунинские родственники напомнили ему о себе сразу после смерти А.А. Надо пояснить, кто они. Ирина Николаевна, дочь Пунина, и Анна Каминская, внучка. Об этой, по мрачной шутке Ардова, пунической войне можно судить, вспоминая очень эмоциональные рассказы самого Л.Н. или по очень обстоятельной статье профессора Толстого в журнале «Правоведение». Примечание. Толстой. Спор о наследстве Ахматовой. Правоведение. 1989 год. Номер 3. Юрий Кириллович Толстой. Доктор юридических наук, профессор ЛГУ, автор 200 трудов. В 1990-1991 годах член Комитета Конституционного надзора СССР. Конец примечания. Л.Н. вспоминал, что они с матерью задолго до ссоры договорились, что весь ее архив перейдет в Пушкинский дом. Это исходное положение для нас при оценке всего, что произошло дальше. Вместе с тем, оно должно было быть основным для всех остальных, включая и юридические инстанции. Но этого не произошло. С обидой Л.Н. говорил о мощных организациях Союзе писателей СССР и Академии наук СССР, которые должны были бы его поддержать, но уклонились. А атаковали его как раз те люди, которые должны были бы помочь и поддержать. Ардов-младший и еще более резко, если верить устным воспоминаниям самого Л.Н., Ардов-старший. Логика была малопонятной. М. Ардов, то есть Ардов-младший, вспоминал об этом так. Почти все друзья Анны Андреевны выступили на его стороне, но сам факт этого суда повлиял на меня очень сильно и в конце концов отбил охоту тесно общаться с Гумилевым. Примечание. Ардов. Легендарная ордынка. Новый мир. 1994 год. Номер 5. Страница 117. Конец примечания. Здесь нелогично все. Особенно если прочитать следующую фразу воспоминаний Ардова. В этом деле он, Л.Н., действовал как-то странно. В течение продолжительного времени никаких шагов не предпринимал. В результате почти все бумаги Ахматовой были Пуниным распроданы и оптом, и в розницу, и в государственные архивы, и частным лицам. Значит, Л.Н. был виноват лишь в том, что поздно спохватился? Но ведь легко понять, что при его сложных отношениях с матерью все последние годы ее жизни не так просто было ему решиться на подобный шаг. Хорошо зная Л.Н., я мог бы удивляться отнюдь не тому, что он сделал это с опозданием, а тому, что нашел в себе силы это сделать вообще. Но это было необходимо. Ардовская логика почему-то оказалась заразительной. Ее разделила и большая приятельница А.А. Ольга Бергольц, помогавшая ей в самые трудные годы, и Павел Лукницкий, знавший Л.Н. еще в 20-е годы, когда тот был мальчишкой. Лев Николаевич потом обижался, что Лукницкий говорил с ним о суде тоном следователя. Позицию Ардовых разделяла и знакомая Л.Н. по Эрмитажу Немилова. Если коснуться формальной стороны дела, то дело обстояло так. Когда Л.Н. был арестован второй раз, а имя самой А.А. фактически находилось под запретом, а средства к существованию добывались с огромным трудом и нерегулярно, А.А.
боясь, что после ее смерти рукописи попадут в чужие руки, составила завещание в пользу Пуниной и ее дочери Каминской. После 1953 года возникла другая ситуация. Л.Н. был реабилитирован, 1956 год, возвратился в Ленинград. Ахматова аннулирует сделанное ранее завещание, считая, что сын – ее единственный наследник. Отношения ее со Львом в последние годы жизни в этом ничего не меняют, поскольку и отношения с Пуниной и Каминской были отнюдь не безоблачны. Примечание. Иосиф Бродский вспоминал: Пунины, которые тряслись за свое благополучие, систематически старались посеять между ними рознь, в чем чрезвычайно преуспели. Размолвку с сыном Ахматова пережила очень тяжело. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским, вспоминая Ахматову. Москва. Эксмо. 2012 год. Страница 341. Редколлегия. Конец примечания. Ухаживать за А.А. было некому. Пунина и Каминская, пишет очень осторожный Толстой, тяготятся уходом за ней. Ахматова мотается по друзьям и знакомым. Примечание. Толстой. Спор о наследстве Ахматовой. Правоведение. 1989 год, номер 3, страница 64. Да и у самой А.А. искренне прорывалась. Ирочка и Анечка никогда не помнят ничего, что меня касается. Они хотят жить так, будто меня не существует на свете, и это им удается виртуозно. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1963-1966 годы. Том 3. Москва, 1997 год. Страница 277. Конец примечания. Это было сказано в 1965 году. Еще резче оценивала ситуацию Лидия Чуковская, боготворившая А.А. Хотя в Ленинграде Союз писателей в писательском доме предоставил квартиру Ахматовой, не Пуниным, они, живя с нею, не считают себя обязанными создавать в этой квартире быт по ее образу и подобию, быт, соответствующий ее работе, ее болезни, ее праву, ее привычкам. Сколько бы они ни усердствовали, выдавая себя всюду за семью Ахматовой, это ложь. Никакая они не семья. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1963-1966 годы. Том 3. Москва. 1997 год. Страница 27. Конец примечания. Яснее не скажешь. Хорошо знавшая обстановку в семье Пунина при его жизни 30-е годы, Герштейн отмечала, что у его бывшей жены и дочери-подростка пренебрежение к литературному имени Анны Ахматовой было вполне искренним. Герштейн рассказывает об одном характерном эпизоде. Когда в Ленинград приехала из Америки «Синяя звезда» Николая Гумилева, она позвонила Ахматовой, но не застала ее дома. Примечание. «Синяя звезда» Елена Карловна Дюбюше, дочь известного французского хирурга. Ей посвящен цикл стихотворений Гумилева «К синей звезде». Конец примечания. Она просила передать Анне Андреевне, что просит встречи с ней. Никто из Пуниных не сказал об этом Ахматовой ни слова. Так она и не встретилась с женщиной, внушившей Гумилеву его великую любовь. Анна Андреевна рассказывала об этом несостоявшемся свидании почти со слезами на глазах. Примечание. Герштейн. Из воспоминаний. Письма Анны Ахматовой.
Вопросы литературы, 1989 год. Номер 6. Страница 252-253. Конец примечания. Трагедия состояла в том, что после смерти А.А. весь архив оказался в руках Пуниной и Каминской, проживавших в одной квартире с Ахматовой. Более того, как пишет Толстой, в последние годы жизни Ахматова, будучи человеком щедрым по натуре и получая крупные литературные гонорары, фактически содержала Каминскую, а частично и Пунину. Примечание. Толстой. Спор о наследстве Ахматовой. Правоведение, 1989 год. Номер 3, страница 64. Конец примечания. Последние никак не хотели терять источник дохода. Только теперь им была не сама А.А., а ее архив, в который они вцепились мертвой хваткой. Люди, хорошо их знавшие, рассказывали, что транспортировка всех бумаг А.А. в Москву, куда неизвестно, была ими проведена в первую ночь после ее смерти. Примечание. После смерти Ахматовой остались кое-какие вещи, картины. Добра как такового просто не было. Главное, что осталось, это ее литературный архив, который Пунины продали, заработав на этом огромные деньги. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. Страница 342. По воспоминаниям очевидцев, стены комнаты Ахматовой украшали авторские работы известных русских художников. Однако после ее смерти картина Шагала «Зеленые любовники», графические листы Чекрыгина «Воскрешение мертвых» и другие оказались отнюдь не в музее Ахматовой, Фонтанный дом, а в частных собраниях. Судьба же некоторых вещей, например, коллекции свечей, до сих пор неизвестна. Редколлегия. Конец примечания. Элен действовал строго по завещанию. Ясное дело, надо отдать все в Пушкинский дом, как велела матушка. Уже в июне 1966 года, то есть через 3,5 месяца после смерти А.А., он оформил договор с Пушкинским домом, по которому продаст все рукописи, переписку и иконографический материал, принадлежавшие А.А. ко дню ее смерти, за 100 рублей. То есть, как показал потом член комиссии по литературному наследству А.А. академик Жирмунской, фактически безвозмездно. Сумма в 100 рублей была проставлена, как пояснял Толстой, для того, чтобы придать договору видимость сделки. Комиссия признала необходимым в кратчайший срок осуществить выявление материалов архива Ахматовой и подготовить передачу всех этих материалов в Пушкинский дом. Это решение было принято комиссией единогласно. За него, парадокс, голосовала и Пунина. В какой-то момент могло показаться, что все в порядке, тем более что Гумилев в сентябре 1966 года получил в нотариальной конторе, как и положено, свидетельство о праве на наследство. Прошло всего несколько дней, и выяснилось, что Пунина уже продала часть архива Ахматовой, но отнюдь не в Пушкинский дом, а в публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина. Мотив был смехотворен. Устное согласие Л.Н. на такую передачу. На это так называемое устное согласие ссылались в дальнейшем и Пунина, и Каминская, а также Мыльников, заведующий отделом рукописей публички. Никак не хотели наследники Пунина расставаться с доходом. Возмущенный Л.Н. пишет письмо Суркову, в котором называет Пунину «соседка моей матери», кипятится,
предвидит, что начнется спекуляция автографами, пишет, что личные отношения с Пуниной прервал, но все это было безрезультатно. Примечание. Толстой. Спор о наследстве Ахматовой. Правоведение, 1989 год, номер 3, страница 64. Конец примечания. О том, как все это смотрелось со стороны, свидетельствует запись впечатлений о грабеже, сделанная Абросовым. Время действия – 20 декабря 1966 года. Место действия – Московский проспект. В 13 часов 30 минут в моем присутствии на квартиру к Гумилеву пришла Пунина. Содержание двухчасовой беседы вкратце излагаю здесь. Гумилев спросил, чем я обязан визиту? Ирина Николаевна ответила, я намерена узнать, что ты хочешь предпринять в отношении архива Анны Андреевны Ахматовой? Лев Николаевич ответил, решительно ничего. Я право собственности за мизерную сумму передал Пушкинскому дому. Законным владельцем архива теперь является Пушкинский дом. От меня теперь ничего не зависит. И ничего предпринимать я не буду. Я считаю, что архив мамы должен храниться в одном месте и не может быть предметом торга, кто больше даст. Поскольку я не являюсь владельцем больше, то теперь дело Пушкинского дома, согласно переданному мною праву, собрать архив в одно место. Ирина Николаевна отвечала, «Лева, от тебя многое зависит». Лев Николаевич возражал, указывая, что передача прав означает, что весь архив должен находиться там, куда он его передал. Ирина Николаевна возражала, указывая, что есть закон, запрещающий передачу материалов из одного архива в другой. Лев Николаевич отметил, что И.Н. не имела права распоряжаться судьбой архива, ей не принадлежащего. Ирина Николаевна заявила, что она заботилась единственно о том, чтобы архив Анны Андреевны попал в надежное место. Пушкинский дом она таковым не считает. Лев Николаевич задал вопрос, как ты объяснишь то, что за архив АА взяли деньги? Ирина Николаевна ответила, что она взяла деньги не за архив, а за работу по приведению его в порядок. Л.Н. заметил, но тебе платили по фонду для приобретений, а не из фонда зарплаты. Ирина Николаевна несколько смутилась. Затем разговор перешел к воспоминаниям о совместной жизни на Фонтанке и на улице Красной Конницы. И Н. обратила внимание, что Анна Андреевна очень любила Анечку Каминскую и неоднократно говорила, что думает на нее оставить часть своего достояния. Лев Николаевич ответил, но не оставила. Ирина Николаевна заметила, что Л.Н. вырос в семье ее отца, должен не забывать это и должен помочь и помогать Анечке. Лев Николаевич отвечал, что он ни Пунину, ни Пуниной, ни Анечке Каминской ни в чем себя обязанным не считает. Единственное, к кому он сохранил глубокое уважение и благодарность, это к первой жене профессора Пунина, Анне Евгеньевне Аренс. По моему мнению, все действия Ирины Николаевны направлены на то, чтобы получить деньги. Продажа части архива и передача Пуниной его по частям в публичную библиотеку и в ЦГАЛИ свидетельствуют не о заботе о собрании архива, а о его использовании в личных интересах. С 1945 года я часто бывал у Гумилева и Ахматовой, и мне известно, что они жили своей семьей отдельно от семьи профессора Пунина. Претензия Пуниной на право распоряжаться литературным архивом Анны Андреевны не имеет никаких оснований. Не являясь наследницей Ахматовой, Ирина Николаевна не имела права ни на продажу архива, ни на определение его по своему усмотрению в какой-либо архив.
Отношения между семьей Пунина и Ахматовой были холодными и основывались на денежном расчете. Составлено 20 декабря в 23 часа по памяти. Абросов Василий Никифорович, город Великие Луки, улица Сиповского, дом 54, квартира 1. Дело тянулось вплоть до 1969 года. На суде Л.Н. заверял: «Я не давал согласия ни устно, ни письменно на передачу архива Ахматовой в публичную библиотеку. Это подтверждали такие свидетели, как академик Жирмунский, хорошо знавшие А.А. Харджиев, Эмма Герштейн и, наконец, М. Ардов, который все-таки выступил, что называется, за правду». В начале 1967 года состоялось соглашение между Цгали, куда предприимчивые наследницы сплавили другую часть архива А.А., и Пуниной о продаже архива за 4500 рублей, заметную тогда сумму. Соглашение между Цгали и Пуниной еще можно как-то понять, ведь упомянутый архив находится в Москве, там могли чего-то не знать. Но тогда же, в январе 1967 года, Народный суд в Ленинграде отказал Пушкинскому дому в приеме искового заявления. Логика была весьма сомнительной. Раз Пунина передала часть архива в государственное учреждение, значит, дело суду не подсудно. Не дожидаясь судебного решения, публичка перевела сутяжницам еще 2071 рубль сверх ранее выплаченных 1247 рублей. Тем временем судебная волокита продолжалась. Ленгорсуд снова направил дело туда, где оно уже разбиралось. Но через некоторое время оно опять вернулось в Ленинград. В 1968 году председатель комиссии Алексей Сурков, и здесь понятна обида Л.Н. на Союз писателей СССР, вяло комментировал происходящее. Да, комиссия решила все передать в Пушкинский дом, но случилось так, что Пунина начала распоряжаться материалами поэтессы по своему усмотрению. Примечание. Толстой. Спор о наследстве Ахматовой. Правоведение. 1989 год. Номер 3. Страница 68. Конец примечания. В 1969 году Л.Н., понимая, что основная несправедливость уже свершилась, просил признать за ним право на собственность хотя бы на мемориальные вещи А.А., находящиеся у Пуниной, и обязать ее вернуть эти вещи. Подчеркиваю, речь шла не о каких-то материальных ценностях, а об альбоме «Князь Долгорукий» со стихами А.А. Но без успеха. Примечание. Этот альбом был в 1934 году подарен Анне Андреевне Харджиевым, который был бессильным свидетелем на процессе. На первом листе альбома надпись по-французски «Князь Долгорукий, 1838 год». Ахматова вписывала в этот альбом окончательные редакции своих стихов. Конец примечания. Все свидетели подчеркивали, нельзя расчленять архив А.А. Но это уже было сделано. Все они указывали, если А.А. дарила кому-то что-либо из своего литературного наследства, то только с дарственной надписью. Между тем, ни на одной из тетрадей, переданных Пуниной в Цгали, дарственных надписей не было. Но и это проигнорировали. Наконец, в том же 1969 году вдруг последовало положительное для Л.Н. решение Ленгорсуда, но снова пошли кассационные жалобы Пуниной, Каминской, Публички и Цгали. Мы уже называли имена свидетелей, выступавших за Л.Н. Это
авторитетные люди. Каждый из них знал А.А., знал и ее волю. А кто же выступал на стороне Пуниной и Ко? Может быть, еще более авторитетные свидетели или инстанции? Толстой, основательно проштудировавший все перипетии дела от начала и до конца, называет лишь две фамилии, абсолютно никому неизвестные – Шейн и Люш. Примечание. Толстой. Спор о наследстве Ахматовой. Правоведение, 1989 год, номер 3, страница 70. Конец примечания. Кассационные жалобы этих неизвестных людей сработали. Здравый смысл, правда и порядочность – все это не играло никакой роли. Верховный суд РСФСР согласился с ответчиками и отказался от взыскания с Пуниной полученных ею сумм более 7800 рублей. Дело, конечно, не в деньгах. Почему Верховный суд принял такое решение? На этот вопрос нет ответа ни в законе страны, ни в комментариях опытного юриста. Судья Ленгорсуда по завершении дела сказала Л.Н. Все это обычное невезение Николая Гумилева, Анны Ахматовой и ваше. Осталось добавить и проклятие Н.Н. Да, дело не в деньгах и даже не в попранной справедливости, а в последствиях. Примечание. Вот мнение Иосифа Бродского. На мой взгляд, продажа Пуниным архива была нелегальной. Они не могли бы сделать этого без поддержки государства. Видимо, эта продажа была санкционирована свыше, в обход Левы. Никаких особенных идей у Пуниных в данном случае не было. Единственное, что их интересовало, это деньги. Так оно было всегда, всю жизнь. И деньги эти Пуниным дали не столько за самый архив, сколько, я полагаю, за временные ограничения на пользование оным. Теперь архив закрыт, кажется, на 75 лет. Власти знали, что Лева не наложит запрет на пользование архивом. Ему и самому было бы интересно в нем разобраться. А Пуниным на все это было наплевать, за что они и были соответственным образом вознаграждены. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. Страница 342. Редколлегия. Конец примечания. Конец 90-х. С позорного процесса прошло 30 лет. Но проклятие Пунина приходит издалека, опять же, видимо, через него самого. Новая газета сообщила, в городе Турине увидели свет 23 записные книжки Анны Ахматовой. Все ее сохранившиеся черновые записи с 1958 по 1966 год. Это совместная работа Российского государственного архива литературы и искусства и итальянского издательства. Из всего тиража на родину поэта прибыла 1000 экземпляров книги. Примечание. Новая газета, номер 30, 1997 год. Конец примечания. Почему в Турине, а не в Петербурге или Москве? И почему нам на всю страну выдают всего 1000? Незадолго перед этим вышел 3-й том воспоминаний Лидии Чуковской. Там есть любопытная фотография Анна Ахматова и Аня Каминская в Оксфорде, 1965 год. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, 1963-1966 годы, том 3, страница 15. Конец примечания. Царственная, божественная А.А. больна. Это очевидно. И все-таки она действительно, что называется, великая княгиня поэзии, как написал потом Ганс Вернер Рихтер.
Тут же видим придворную даму, Анну Каминскую. С фотографией на нас смотрит ее хитроватое личико. Она держит Анну Ахматову под руку, крепко держит. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, 1963-1966 год, том 3, страница 502. Конец примечания. Ясного ответа насчет туринского издания в мемуарах Лидии Чуковской искать бесполезно. Не будем поэтому гадать и приписывать внучке Пунина какие-либо операции в Англии или тем более Италии, была ли она там вообще. При живой АА загнать ее записные книжки на Запад было явно невозможно. А после смерти? Судья из Ленгорсуда была права, когда сказала о невезении Гумилевых. Не повезло и архиву Николая Степановича Гумилева, это открылось совсем недавно. Редактор журнала «Знамя», жалуясь на нищенский уровень подписки на 1998 год, десяток тысяч, рассказал о публикациях и портфеле редакции, задавая вопрос: неужели все это никому не нужно? А среди всего этого книга 92-летней Эммы Герштейн «Надежда Яковлевна», где с шокирующей прямотой и бесстрашием рассказывается о сложном клубке, в который сплелись личные и творческие отношения Осипа и Надежды Мандельштам, Анны Ахматовой, Марии Петровых, других культовых фигур предвоенного десятилетия. Примечание. Чупринин. Литература и Россия. Размовка или прощание навсегда. Общая газета. 11-17 декабря 1997 года. Конец примечания. Оказывается, десяток лет назад известная нам Эмма Герштейн опубликовала часть этой книги за рубежом в Париже. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Пари. Атенеум. 1986 год. Конец примечания. В ней и содержится страшная правда об архиве Гумилева. В 1936 году АА встретила в Воронеже у Мандельштамов Сергея Рудакова, работавшего над автокомментарием Мандельштама к его уже вышедшим книгам. Встретила и открыла в нем страстного почитателя Гумилева, к тому же текстолога, стиховеда и поэта. Она предоставила ему для работы часть своего гумилевского архива. В Ленинграде до самой войны АА нередко виделась с Рудаковым. 28 мая 1940 года она подарила ему из 6 книг с надписью Сергею Борисовичу Рудакову на память Анна Ахматова. Герштейн пишет, что ей неизвестно, когда именно Ахматова передала ему архив Гумилева. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Пари. Атенеум. 1986 год. Страница 116. Конец примечания. Упрекать АА в этом было бы нечестно, особенно если это сделано в так называемые смутные годы после 1938 года, ареста ЛН. В мае 1944 года Рудаков погиб на фронте. Осталась Лина Самойловна Финкенштейн, его вдова. Она вернулась в Ленинград в 1944 году, тогда же, когда и АА. Тут начинается гнусная история лжи, умолчаний и предательства. Рассмотрим эпизоды этой истории по порядку. Эпизод номер 1. Вскоре после возвращения Лина Самойловна встретила АА на концерте в филармонии, подошла к ней в антракте и прошептала: «Все цело». Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Пари. Атенеум. 1986 год. Страница 118.
Конец примечания. Эпизод, видимо, достоверен, так как о нем Герштейн рассказала сама А.А. Эпизод номер 2. В конце 1945 года они встретились вновь. Это установлено точно по подаренному вдове журналу «Ленинград», номера 1 и 2 за 1946 год. Герштейн пишет, что говорилось об архиве Гумилева, ей неизвестно, но с обоюдного согласия он остался у вдовы Рудакова. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Пари. Атенеум. 1986 год. Страница 119. Конец примечания. Странный эпизод, ибо в конце 1945 года А.А. находилась в зените славы. Ее печатали, она была спокойнее обычного. Лев вернулся после армии, она могла бы не бояться хранить письма и стихи Николая Гумилева дома. Через год положение изменилось. Лина Самойловна, психотехник по специальности, сторонилась уже опальной А.А. и боялась посещений Льва. Эпизод номер 3. Как-то Лев, провожая Герштейн на вокзал, заходил вместе с ней за чемоданом на Колокольную, в квартиру, где жила Лина Самойловна. Та в сильном испуге спросила, почему он пришел сюда. Проницательная Эмма писала, я предположила, что рукописи Гумилева уже продавались ею. Не отсюда ли новая шуба? А так как совесть ее была нечиста, ей померещилось, что Лева уже знает об этом. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Пари. Атенеум. 1986 год. Страница 121. Конец примечания. Эпизод номер 4. Герштейн вспоминает, что, встретившись с ней весной 1949 года, Лина Самойловна оглушила ее неожиданным известием. Оказывается, произошла досадная ошибка. Архива Гумилева у нее нет и не было. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Пари. Атенеум. 1986 год. Страница 122. Конец примечания. Объяснение было детским. Сундук с рукописями стоял в коридоре общей квартиры. Она не знала, что там бумаги, а ребятишки и так далее. Эмма передала этот вздор А.А., которая не могла удержаться от подозрения, что Лина Самойловна торгует письмами и рукописями Гумилева. «Поймите, это золото», — вразумляла А.А. Герштейн. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Пари. Атенеум. 1986 год. Страница 123. Конец примечания. Эпизод номер 5. Во всем виновата КГБ. В 1954 году Эмма посещает Лину Самойловну в Москве, и та сообщает нечто совсем новое. Ее забрали в марте 1945 года по так называемому еврейскому делу. Просидела она недолго, но зато у нее изъяли все рукописи Мандельштама, и что совсем гадко, если бы арест и конфискация были правдой, она не удосужилась сообщить об этом вдове Мандельштама. Не торговала ли и теми рукописями? Эпизод номер 6. 1973 год. КГБ не виновата. Эмму зовут к тяжело больной Лине Самойловне, которая передает ей бювар с 9 письмами Николая Гумилева, а она отдает их Льву Николаевичу, что называется, законному владельцу. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Пари. Атенеум. 1986 год. Страница 153. Конец примечания. Сама больная признается, что обманула ее в 1954 году. На самом деле она сожгла рукописи Мандельштама, а так ей все вернули.
об архиве Гумилева, Лина Самойловна снова сказала, что больше у нее ничего нет и не было. Неприятно все это читать и цитировать. Трудно сказать, кто из так называемых героев гнуснее, ответчики в Пунической войне или вдова Рудакова. Пожалуй, все же вторая. Те работали втихую, а эта грабила, распродавала и лгала. Притеснители выходят из ее же недр, из интеллигенции. Прав был Антон Павлович. Впрочем, какая уж это интеллигенция. Глава 9. Второе. Экологическая ниша или отторжение. Литература о ЛН пока совсем невелика, но все-таки она уже есть. Есть хорошая, есть и плохая, есть честная и есть не очень, но об этом уже сказано в предисловии. Я с удивлением прочитал во вводной статье Айдера Куркчи, что среда экономика-географов отторгла его, то есть Гумилева. Сам Гумилев оценивал это совсем по-другому. В годы застоя кафедра экономической и социальной географии была для меня, что называется, экологической нишей. Меня не гнали с работы, была возможность писать. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва. Танаис. 1994 год. Страница 45. Советская культура. 15 сентября 1988 года. Конец примечания. Да, я думаю, что он находился у нас почти в идеальной ситуации, когда мог ходить на работу в основном лишь на заседание ученого совета по диссертациям, причем делал это с огромным удовольствием и вкусом, ибо встречался здесь с друзьями, очень искренними друзьями, уважавшими и любившими его. Он мог с ними в коридоре покурить и неторопливо побеседовать, а после защиты, эти инструкции ВАКа мы всегда нарушали, думается, как и все другие советы страны, выпить по рюмке другой. Какое же это отторжение, если заведующий нашей кафедрой, до меня профессор Семевский, географ по образованию и степени, защищал ЛН в печати в журнале «История СССР» от нападок историков. Примечание. История СССР, 1968 год, номер 1, страница 235, конец примечания. Мне кажется, что вот эта ватная обкладка, защищавшая ЛН от остального мира, помогла ему в последние 25-30 лет жизни и была хоть какой-то компенсацией за беззащитность долгих прошлых лет. Было в ЛГУ все тихо и благостно? Увы, тоже нет. Только не на кафедре, а в институте. Ведь структура в нашем университете была и остается такой. При каждом естественном факультете есть НИИ, и сотрудник его находится как бы в двойном подчинении, так называемой материнской кафедре и директору института. С кафедрой, как мы видели, все было в порядке. В институте временами шла, что называется, мышиная возня, слегка задевавшая и ЛН. Один такой всплеск был весной 1968 года. Обратимся все к тому же личному делу ЛН в ЛГУ. Вот выдержка из протокола заседания научного семинара НИГИ от 26 апреля 1968 года. Слушали отчет СНС НИГИ ДИН Гумилева Льва Николаевича за 1963-1968 годы в связи с переизбранием на занимаемую должность. Им опубликованы монография
и более 20 статей. Вроде бы все хорошо, но ничего подобного. В ходе выполнения плана уже в 1966 году выяснилось, что тема стоит особняком от направления и тематики института. Гумилеву была предложена новая тема – историко-географические исследования Архангельской области с применением этнической методики. Коллектив и руководство института ждали от Гумилева, что им будет составлен ряд исторических карт для Архангельского атласа. Однако этого не случилось. В связи с этим большинство присутствующих на научном семинаре приняли решение не рекомендовать Гумилева Л.Н. для переизбрания на очередной срок на должность старшего научного сотрудника НИГАИ. Документ этот рожали 20 дней с момента самого семинара. Слава Богу, решение этого научного форума ничего не означало. Оно лишь портило нервы отчитывающемуся. За кулисами стоял искусный кукловод, тогдашний директор института. У него было много комплексов. Не доктор, книг не создал, статей мало и все в соавторстве. Как тут не поинтриговать против такого, так сказать, благополучного Л.Н.? И так было не раз. Просит Л.Н. отгул за то, что читал лекции. Нет вам отгула. А лекции вы читали в рабочее время. Заключение комиссии народного контроля, а там свои люди директора. Необходима Л.Н. помощь с переводами на немецкий, из ФРГ просят прислать статьи, следует резолюция того же директора. Русский язык тоже европейский, переведете и сами. И все-таки в ту тоталитарную пору в науке не было тоталитаризма, не решал какой-либо один завистник судьбу профессоров. В итоге, уже через 2 месяца после позорного научного семинара, на заседании ученого совета факультета из 19 участвующих 19 голосовали «за». Л.Н. в очередной раз был утвержден старшим научным сотрудником института. Мышиная возня щекотала нервы, а дело продолжало идти своим чередом. Завершалась работа над венцом степной трилогии, и это было главным. Глава 9, 3. Венец степной трилогии. Эпиграф. Вскоре он начал работу над одной из своих любимых книг «Поиски вымышленного царства». При написании этой книги свою работу над источниками он назвал методом исторической криминалистики. Этот метод был присущ ему во всех работах. Гумилева. Наталья Викторовна права. Да и сам автор не скупился на криминалистическую составляющую этой книги. Одна из ее глав так и называется «Джамуха Сачен под следствием». Тут нужны особые подходы к предмету, пишет Л.Н. И методика Шерлока Холмса, Паттера Брауна и даже Агаты Кристи. Тут мы будем ставить вопросы. Как произошло то или иное преступление, кем оно совершено и кому оно было выгодно? Иными словами, из лживых источников мы постараемся отжать крупицу правды. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год, страница 261. Конец примечания. Помогал опыт криминалистического расследования по истории тюрков и богатая детективами домашняя библиотека. Книги Агаты Кристи, Жоржа Сименона, даже вырезки из журналов с его рассказами, Чейза и других стояли в шкафу в спальне и даже доминировали там. Научная литература в кабинете и коридоре. Поиски отличаются от всего предыдущего.
Это венец трилогии, не только по замыслу и хронологически, но и по уровню изложения. Это высший класс такого жанра. Какого именно, сложно обозначить. Автор предисловия к поискам Руденко, видный советский археолог и историк, дает свое определение – научный трактат. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год, страница 4. Конец примечания. Но что такое трактат? По современным определениям, это научное сочинение, в котором рассматривается отдельный вопрос или проблема. Примечание. Словарь современного русского литературного языка. Том 15. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук СССР. 1963 год. Страница 795. Конец примечания. Ну и что? Тогда и все предыдущие книги Л.Н. тоже трактаты. Это в общих чертах верно. Но чем же все-таки отличаются поиски от всего написанного ранее? По-моему, в том отличие от других работ, что это исторический детектив высшего класса, где нет каких-то искусственных придумок для оживления и беллетризации. Есть поиск, высоконаучный поиск, есть исповедь автора о методах своей работы, о том, чем она отличается от многих других. Почему детектив? Дело в том, что существовала легенда о большом христианском царстве в Азии, которое было еще до Монгольской империи. Более того, назывался и так называемый лидер, пресвитер Иоанн, царь и священник народа, живущего по ту сторону Персии и Армении. По ту сторону, разумеется, смотря с запада. Иоанн и его люди будто бы исповедовали христианство, хотя несторианского толка. Примечание. Несторий. Константинопольский патриарх. 428-431 годы. Основатель направления, имевшего много приверженцев к востоку от Византии. Учил, что Мария является не Богородицей, а Христородицей, то есть родила Христа как смертного человека. Был осужден Эфесским Вселенским собором, 431 год, как еретик. Конец примечания. Иоанн якобы писал византийскому императору Мануилу Комнину письмо на арабском языке, которое было переведено на латинский для императора Фридриха Барбароссы. Начало письма, оригинал не сохранился, таково. Пресвитер Иоанн, всемогуществом Божиим и властью Господина нашего Иисуса Христа, Царь царей, Повелитель повелителей, желает другу своему Мануилу, князю Константинопольскому, здравствовать и благоденствовать по милости Божией. Гумилевский так называемый розыск начинается с того, что Иоанн называл своих вассалов царями, а суверенного государя могущественной Византийской империи Мануила Комнина князем. Почему? Ответ напрашивался сам собой. Адресатом был не только византийский император, но и тогдашний католический Запад, а там принижение православного царя было бы лишь приятной деталью. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва. 1970 год. Страница 11. Конец примечания. Далее. Мифический Иоанн совсем уж неправдоподобно восхвалял свою мифическую державу. 3 Индии со столицей в Сузах. Примечание. Географический нонсенс. Реально, Сузы – столица государства Элам в Двуречье. В IV веке до нашей эры резиденция персидских царей. Конец примечания. Звери, которые там жили, верблюды, пантеры, белые и красные львы, белые медведи,
Неужели 3 Индии простирались до Ледовитого океана? Но всего этого мало. Оказывается, что были там еще рогатые люди, и одноглазые, и кентавры, циклопы и птица Феникс. Этому бреду вряд ли кто мог поверить. И действительно, в Константинополе на него не обратили внимания. Но вот Запад клюнул. Кажется невероятным, что в эту чепуху поверили и верили еще 500 лет. Но такова сила слова, заключенного в аутентичный, что называется, источник. В своем исследовании Л.Н. ставит 2 задачи. Во-первых, прояснить, как в пустынных степях Монголии внезапно возникла могучая империя Чингисхана. Давно он говорил об интересе к этой фигуре, но сам признавался, что не готов. Во-вторых, сопоставить очевидное – существование империи Чингисхана и невероятное пресвитер Иоанн и непонятные 3 Индии. Как удалось решить эти задачи, Л.Н. предлагал судить самому читателю. Название одной из центральных глав исследования поначалу вообще непонятно. «Преодоление филологии». Почему, собственно, ее надо преодолевать? Вспомним, однако, ту выволочку, которую учинили Л.Н. в Институте Востоковедения при обсуждении Хунну. Там узкие спецы обличали его именно в незнании китайского и японского языков. Здесь Л.Н. был несравнимо лучше вооружен. Он знал тюркской и персидской. Значит, прошлая выволочка в Иване не прошла даром. Дело было не в деталях, даже не в абсурдности запрета на исследование без знания того или иного языка, а куда глубже, в принципе. Принцип этот Л.Н. хотел четко обозначить. В чем же разница между филологом и историком? Филолог хочет ответить на вопрос, что говорит изучаемый автор, а историк, что из сообщаемого этим автором правда. Историк, слепо следующий за источником, всего-навсего воспроизводит точку зрения данного автора, а не истинное положение вещей. Что толку изучать чужую ложь, хотя бы и древнюю, замечал Л.Н. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год. Страница 234. Конец примечания. Он неоднократно возвращается к этой мысли во многих работах, выискивая единомышленников и совсем не обязательно среди ученых. Так он цитирует Анатоля Франца, писавшего иронически: «Мы просто-напросто издаем тексты, мы придерживаемся буквы, мысль не существует». Примечание. Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград, 1990 год. Страница 256. Конец примечания. Он спорит с академиком Бартольдом, считавшим, что грамматически верно прочтенный текст страхует исследователя от ошибок. Примечание. Мир Льва Гумилева. Арабески истории. Том 1. Москва. 1994 год. Страница 286. Конец примечания. Исследование предмета, как считал Л.Н., не должно подменяться изучением текста. Еще одного, десятого, сотого. Это кредо Л.Н., от которого почему-то всегда пытались абстрагироваться его критики. Необычно для традиционных подходов. Вероятно, но тем не менее мэтр из Нью-Хейвена Георгий Вернадский в письме Л.Н. в 1972 году резюмировал: «Ваше решение, что надо отказаться от прямой цитации средневековых источников как тенденциозных и ограничиться изъятием из них достоверной информации, то есть фактов, звучит парадоксально, но думаю, что при учете системного подхода может дать убедительные результаты». Примечание.
Письмо Вернадского Гумилеву. 11 июня 1972 года. Конец примечания. Построение исторических исследований как пересказ прямых показаний источников критиковал английский историк Коллингвуд. Он определял такую систему как историографию ножниц и клея и предлагал историку опираться не только на прямые показания источников, но и на их косвенные данные. Примечание. Коллингвуд. Идеи истории. Автобиография. Москва. 1980 год. Страница 256. Конец примечания. Не так уж оригинален был в этом Л.Н., но зато весьма доказателен в примерах. Вот один из них. В сокровенном сказании есть такой текст. «Отче наш, царь Чингис, оставил народы еще не завоеванные». Переводчик делает примечание. «Не завоеванные» означает «неоконченные». Дальше начиналась игра в так называемый испорченный телефон. Интерпретаторы этого текста уже писали о недобитых народах. В переводе, сделанном академиком Козиным, эта же фраза звучит так: «Огадой Каан, Угедей, продолжал военные действия против Калиба-Султана, калифа, незаконченные при Чингисхане». Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва. Танаис. 1994 год. Страница 470. Конец примечания. Ясно, что разница здесь прямо-таки разительная. Еще пример. Битва при Далан-Балджиутах по официальной истории монголов закончилась победой Чингисхана. По тайной истории – его поражением. Казнь Джамухи, соперника Чингиса, о которой пойдет речь дальше, приписана одному из сподвижников Чингиса, а в тайной летописи хан стремится спасти его жизнь. Диаметрально противоположны и многие оценки. Тот же Джамуха в официальной истории беспринципный авантюрист, а в тайной – патриот и верный друг Чингиса. Примечание. Гумилев. Тайная и явная история монголов XII-XIII веков. В книге «Татаро-монголы в Азии и Европе». Москва, 1977 год, страница 485. Конец примечания. Итак, заключает Л.Н., филологически правильный перевод – это сырье, требующее обработки. Примечание. Гумилев. Тысячелетия вокруг Каспия. Баку. 1991 год. Страница 121. Конец примечания. Он провозглашает две ступени исследования. Первая – анализ, проводимый путем синхронистического подбора фактов. Крайне важен весь геополитический фон любого события. Поэтому каждая из работ и по хуннам, и по тюркам, и по монголам сопровождается большой таблицей, иллюстрирующей весь этот широкий фон по годам. В степи в таком-то году произошло то-то, а в это время на Ближнем Востоке нечто другое, а в Восточной Европе что-то свое. Чем ближе к нам эти события по времени, тем больше таких сопоставлений и, так сказать, стыковок, ибо это уже не фон, а нечто взаимосвязанное. Анализ особенно необходим, когда автор адресуется к коллегам-ученым. Такая книга не что иное, как большая статья, замечал Л.Н. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год, страница 18. Конец примечания. Исторический синтез доминирует, когда книга обращена к широкому читателю. Ему не обязательно знать все аргументы, зато язык допустим образный, подчас эмоциональный. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства.
Москва, 1970 год, страница 18. Конец примечания. Все это не декларация, а жесткое задание самому себе, при этом мастерски реализованное. Расследовался так называемый темный период X-XI веков, прошедший под знаком молчания летописцев. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку. 1991 год. Страница 121. Конец примечания. Период быстрой смены господствующих народностей. Кстати сказать, Грум Гржимайло определял его еще более длительным, с 745 года до половины XII века, да и сам Л.Н. в другом месте датировал его иначе. Примечание. Грум Гржимайло, Западная Монголия и Уренхайский край, Ленинград, 1926 год, конец примечания. Автор принял панорамный метод, позицию трех взглядов на события: глобального, первый раздел книги «Трилистник птичьего полета», следующего пониже, поближе к объекту, с кургана, и третьего, самого, так сказать, заземленного, он был скромно назван «Трилистник мышиной норы». Глобальный взгляд можно было бы назвать и геополитическим. Он приурочен к периоду до того, до взлета монголов. Что было в эти годы, 861-1100 годы, в Китае, а что в Великой Степи, что в Западной и Восточной Европе, какие коллизии, противостояния, союзы. Суть темного века в том, что все государства Центральной и Восточной Азии как бы ушли в себя, замкнулись на своих территориях. Тибетцы на своем плоскогорье, китайцы за своей стеной, уйгуры в оазисах западного края, бассейн Тарима, кидани в Западной Маньчжурии. Примечание. Кидани – племенной союз, впервые упоминающийся во второй половине IV века. Кидани жили в долине реки Ляохэ. В VIII-IX веках сложилось раннее киданьское государство с государем Ваном, штатом чинов, армией и административным делением на 8 бу, округов. Киданьское государство до 936 года официально называлось Государство Киданий. С 937 по 1013 год Великое Ляо. Конец примечания. В конце VII века империя Тан была гегемоном Восточной Азии, но в VIII веке она надорвалась. Ее сотрясали восстания внутри, нажим тибетцев на западе и арабов в Согдиане. Она теряла свои застенные владения. Если в 754 году население Китая, согласно Гумилеву, составляло 52,8 миллиона человек, то через 10 лет после подавления восстания 16,9 миллиона человек. Примечание. Гумилев. Из истории Евразии. Москва, 1993 год, страница 61. Конец примечания. Здесь Л.Н., вопреки своему принципу «доверяй, но проверяй», приводит эти странные цифры без комментариев, хотя они вызывают большие сомнения. Так или иначе, но пассионарное напряжение, давшее эпохе Тан расцвет культуры и искусства, обернулось пламенем пассионарного перегрева. Примечание. Гумилев. Из истории Евразии. Москва, 1993 год, страница 60. Конец примечания. Из гегемона Восточной Азии, пишет Л.Н., империя превратилась в китайское царство. Примечание. Гумилев. Китайская хронографическая терминология в трудах Бичурина.
в книге «Собрание сведений по исторической географии Восточной и Средней Азии». Чебоксары, 1960 год, страница 665. Конец примечания. Она рассыпалась на провинции. В 907 году был низвергнут последний танский император, и началось время хаоса, эпоха 5 династий и 10 царств. Итак, Китай стал слаб, Тибет слаб, Уйгурия пала, и самым сильным народом Восточной Азии стали кидани. В середине IX века они посадили на престол угодного им полководца и дали своей империи китайское название Ляо, в переводе «железо». Л.Н. назвал киданей третьей силой, авангардом особого дальневосточного этнокультурного комплекса, имея в виду, что две первые – прошлый Китай и кочевники. Степь обезлюдила, пришла в упадок, терялась основная геополитическая интрига центральноазиатской истории – противостояние Китая и Великой Степи. Почему-то в X веке степь перестала интересовать всех. Центральноазиатские кочевники, кидани, проникли в Китай и поселились там. Кочевники степей, предки якутов, двинулись в Сибирь. Почему-то все покидали степь. Печенеги шли в Приоралье, карлуки в Прибалхашье. Опять вмешалась география. Только здесь регулятором обстановки стали уже тихоокеанские муссоны. Тоже, как и циклоны с Атлантики, меняющие свои пути. Когда они несли влагу в Монголию, пустыня Гоби сужалась, и Байкал наполнялся водой. Примечание. Это, правда, уже красоты стиля Л.Н. Байкал всегда полон. Конец примечания. Сдвигались на север пути муссонов, и тогда осадки выпадали на склонах Яблоневого хребта и уже не имели отношения к степи. Если до IX века господствовало повышенное увлажнение степи, то в X веке оно сменилось засухой, а тюркские народы начали уходить из степи. Природа благоприятствовала уже приамурским народам, в частности киданям. Именно поэтому они и получили шанс на господство в Восточной Азии. Книга Л.Н. вышла в 1970 году. Он уже не боялся пойти против известной сталинской формулы о том, что среда не определяет. Согласно Гумилеву, географическая среда иногда являлась решающим фактором в судьбе могущественных государств. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Страница 71. Конец примечания. Степь иссыхала. Кочевники стремились на ее окраины, туда, где была вода, где зеленели сочные пастбища. Климат косвенно влиял и на религиозную карту. Муссоны гнали кочевников туда, где господствовал ислам. В X веке на передний план выходит противостояние Китая и Тангутского царства Ся на западе, Ордос, часть Шэньси и Ганьсу, победившего уйгуров и карлуков, успешно воевавшего с Китаем. По Гумилеву геополитическая роль царства состояла в том, что оно остановило китайскую агрессию на запад, прикрыло Великую Степь. Это было некое контрастное сравнительно с Ляо образование, весьма симпатичное Л.Н. Тангуты не любили Китай и имели такие нравы и обычаи, какие хотели. Примечание. Кычанов. Очерки истории Тангутского государства. Москва, 1968 год, страница 78. Конец примечания. Области этого царства ныне почти пустыня.
но тогда это был цветущий край с городами, школами и университетами, с академией, которая занималась переводами китайских книг на тангутский язык. Царство Ся продержалось до 1227 года, когда погибло от монголов. Именно в ту эпоху, IX-X века, когда засуха определяла упадок Великой Степи, на арену истории вышли монголы, и здесь начинается основная линия книги. Основная потому, что именно тут, в диких степях Забайкалья, именно в это время произошли события, которые изменили весь ход истории Старого Света, повлияли на весь начальный период истории Руси. Восточное Забайкалье и прилегающая часть Восточной Монголии – это степное пространство. Но здесь был и остров леса, Ононский сосновый бор площадью около 1000 километров, с богатой травяной растительностью и обильным животным миром. Население среднего Онона, отмечал Л.Н., по типу хозяйства и, следовательно, культуры, должно было отличаться от окружавших его степняков. Примечание. Онон. Река в нынешней Читинской области начинается в пределах МНР, затем, слившись с рекой Ингодой, образует Шипку, левый приток Амура. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год, страница 97. Конец примечания. Засуха, поразившая степи в IX-X веках, лишь минимально отразится на них. Оптимальный ландшафт давал и оптимальные возможности. Монголы – самостоятельный этнос, живший с I века нашей эры в Забайкалье и северо-восточной Монголии, севернее реки Керулен, отграничивавшей их от татар. Примечание. Река Керулен в восточной части Монголии впадает в озеро Далайнор. Конец примечания. Согласно Грум-Гржимайло, до эпохи Чингисхана имя монгол объединяло многие родственные племенные группы. Китайцы в своих исторических сочинениях очень часто называли коренных монголов татарами, но никогда не наоборот, из чего можно заключить, что монголы в глазах китайцев были лишь отраслью татар. То же замечается и в правительственных актах Цзиньской империи. Л.Н. объясняет, в XII веке татарами стали называть все степное население от Китайской стены до Сибирской тайги. Тогда-то китайские источники считали монголов частью татар, но уже в XIII веке татар стали считать частью монголов, а еще позже принимали как синонимы. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год. Страница 103. Конец примечания. Согласно Л.Н., темный и пустой период кончился к первой половине XII века. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год, страница 116. Конец примечания. Очень существенно здесь расстановка религиозных сил. Конфуцианство господствовало в империи Сун, буддизм в империи Ляо, мусульманство в Средней Азии. Необходимо заметить, что все эти религии были враждебны кочевникам. Но при чем же здесь поп Иоанн? Оказывается, очень даже при чем. Кочевники, разъединенные и ослабленные засухой в степи, как раз в эти годы обрели идейное знамя, позволившее им несколько консолидироваться. Этим знаменем стало несторианство. Ветер с запада в это время пересиливал ветер с востока. В самом начале XI века приняли несторианство кераиты, самый крупный и культурный из монголоязычных народов. Примечание.
В работе 1977 года Л.Н. именует их кераиты. В книге Кичанова они получили название кереиты. Конец примечания. Самый крупный и культурный из монголоязычных народов. Тогда же еще один народ, онгуты, потомки тюрков-шато, последнего осколка хуннов, принял несторианство, а участие уйгуров в Турфане христианство вытеснило манихейство. Примечание. Учение перса Мани, 216-273 годы, являющееся объединением вавилоно-халдейских, иудейских, христианских, иранских, зороастризм, гностических представлений. Согласно манихейским взглядам, в мире идет постоянная борьба света и тьмы, добра и зла. Моральные каноны Мани требовали строжайшего воздержания, особенно в отношении питания, половой жизни и физического труда. Л.Н. отмечал, что это учение вызывало отвращение всюду, где оно проповедовалось – в Риме, Иране и Китае. Только уйгуры приняли манихейство как государственную религию, но большая часть их тяготилась этой религией. Конец примечания. В Западной Маньчжурии, ареале уже сугубо восточноазиатском, проявилась и христианская вера. Кстати сказать, отсюда, по одной из версий, пошла в Европе легенда о первосвященнике Иоанне. В XI веке христианство проникло в Среднюю Азию. В Мерве находился православный митрополит, а в Самарканде – несторианский. Некоторые из названий племен неизвестны читателю, как и их географическая привязка. Севернее реки Онон обитало несколько монгольских родов. По рекам Селенга и Тола, в центральной части Монголии, кочевали кераиты. Они жили не семейными общинами из 2-3 юрт, а куренями, когда множество юрт ставилось вместе, окружалось телегами и охранялось воинами. Они приняли несторианство в 1009 году и стали очень набожным народом. Западнее их кочевий, в предгорьях Алтая, обитали найманы. Примечание. Монгольское слово «найма» значит «8». Именно столько родов было в их племени. Л.Н. шутливо называл их «восьмерочники». Конец примечания. Найманы – потомки киданий, вытесненных с их прежних становищ. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год, страница 106. Гумилев. Черная легенда. Москва, Экопрос, 1994 год, страница 88. Конец примечания. Берега Байкала, восточнее нынешних Иркутска и Верхнеудинска, занимало воинственное племя меркитов. По поводу этого несторианского ареала Л.Н. отмечал, что вне восточно-христианского единства остались только монголы в междуречье Онона и Керулена. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год. Страницы 107-109. Конец примечания. Забегая вперед, надо сказать, что, согласно Гумилеву, к XIII веку 3/4 кочевников были христианами несторианского направления. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Страница 53. Конец примечания. Но вернемся к этапам создания мифа. В царственной семье империи Ляо в 1087 году родился человек, имя которого вошло в историю Азии и тесно связано с легендой о пресвитере Иоанне.
Елюй-Даши. Позже он правил двумя областями современной провинции Шанси. Еще позже стал знаменитым полководцем и гурханом. Примечание. Гурханами становились вожди объединенных племен. Конец примечания. Он воевал с джурдженями, северными маньчжурами. Затем ушел в Джунгарию с огромным войском. Персидские источники говорили о 300 тысячах воинов, состоявшим из киданий, тюрок и китайцев. Он разгромил мусульман, занял Бухару и Самарканд, удачно правил киданями и его сын, а внук Джулху помог патриарху Илье III учредить несторианскую метрополию Кашгара и Невакета, Семиречье. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год, страница 133. Конец примечания. Кара-Киданьская империя к моменту смерти Елюй-Даши состояла из 3 районов: Западной Джунгарии и Семиречья, со столицей в верховьях реки Чу, недалеко от Иссык-Куля, района южнее реки Чу и центрального Тяньшаня, вплоть до Арала на западе и Амударьи на юге, и Уйгурии. Все это было тем самым царством папа Иоанна, которого не существовало. Элен детально сверял источники. Русский источник, сказание об Индийском царстве, хотя и грешил научной фантастикой, трехногие люди, трехсоженные великаны и так далее, однако хорошо давал географию, подтверждая привязку событий к данному региону. Согласно сказанию, посреди царства располагалось песчаное озеро, под которым угадывалась пустыня Такламакан, а также хорошо описывались южные склоны Тяньшаня и богатые оазисы Уйгурии. Совпадали даже детали. Драгоценные камни, поминавшиеся в сказании, это нефрит и яшма хотана, рубины и лазурит, добываемые в этом районе, и, наконец, богатая рыбой река. Это Тарим. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год, страницы 134-135. Конец примечания. Персидский источник говорил о найманах, кочевавших с большим и хорошим войском. Этот монголоязычный народ мог попасть на Алтай только вместе с киданями, соратниками Елюй-Даши. Наконец, хорошо известный францисканский монах Гильом де Рубрук, ездивший к монголам, сообщал, что кара-кидани жили на горах и межгорьях Алтая, Тяньшаня, а на равнине обитал некий несторианин-пастух, пастор, человек могущественный и владычествующий над народом, именуемым Нейман и принадлежащим к христианам-несторианам. Как указывал де Рубрук, после смерти императора династии Ляо этот несторианец возвел себя в короли, а несториане называли его королем Иоанном. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год, страницы 137-138. Конец примечания. Согласно выводам Л.Н., у Рубрука явно описан сам Елюй-Даши и территория его ханства, пусть найманского. Рашид ад-Дин тоже отмечал, что до конца XIII века у найманов был только один государь – Эниат или Иннан, имя легко переделываемое в Иоанн, либо просто Иоанн. Не исключено, что и наоборот, Иоанн превратилась в Эниат. Разрешена ли этим загадка о так называемом попе Иоанне? Конечно, нет. Нужен более близкий взгляд, что называется, с кургана.
В эпоху Чингисхана и после нее противостояние христианства и других религий приобретает иные оттенки и масштабы. Здесь ЛН выходит на особо любимых им монголов, народ, который выхватил первенство у кераитов и у найманов, да и у всех народов Евразии на целых 100 лет. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год, страница 71. Конец примечания. Здесь же возникает и другой вопрос. Как случилось, что монголы в XIII веке не погибли, а победили? Так называемый монгольский вопрос, по оценке ЛН, стоит перед историками третье столетие, а решения все нет. Как смогли малочисленные монголы, их было всего-то 500 000, разбитые на разные племена, неорганизованные поначалу, без военных навыков, без снабжения, захватить полмира? Монгольское чудо? Победа авелей-скотоводов над каинами-земледельцами? Казалось бы, что вся расстановка геополитических сил нацело исключала не то, что их победу, но, может быть, и само выживание среди куда более мощных народов. В Северном Китае жило в ту пору 60 миллионов человек, а власть находилась в руках маньчжуров, воинственного и смелого народа. В Южном Китае династия Сун 30 миллионов человек, итого около 100 миллионов традиционно враждебных степнякам. На западе во владениях Хорезм-Шаха жило 20 миллионов мусульман. Примечание. Государство Хорезм-Шахов объединяло тогда большую часть Средней Азии, весь нынешний Афганистан и весь Иран, кроме Хузистана. Оно простиралось от Арала и низовьев Сырдарьи на севере до Персидского залива на юге, от Памира на востоке до гор Загроса на западе. Конец примечания. Города Самарканд и Бухара по богатству и роскоши были тогда в первой пятерке рейтинг-листа мира, во всяком случае выше Парижа или Венеции. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год, страница 152. Конец примечания. Наконец, на северо-западе, в Восточной Европе, жило еще около 8 миллионов человек. Почему же малочисленные монголы, до 1 миллиона, побеждали, да еще воюя на 3 фронта? Попытки объяснить выбросы монгольской активности усыханием степей не проходят. Во-первых, потому что так называемый пик их активности приходится уже не на этот период, а во-вторых, это не было завоеванием-переселением, термин Савицкого. Нельзя сказать, что ЛН убедительно отвечает на этот вопрос. В одной из синтезирующих работ он пытается объяснить, что решающим фактором борьбы монголов за самостоятельность оказались не степняки, а дальневосточный лесной народ джурджени, разгромившие в 1125 году киданий и уничтожившие китаизированную империю Ляо, а к 1141 году победившие и империю Сун. Примечание. Гумилев. Из истории Евразии. Москва, 1993 год, страница 71. Конец примечания. Это объяснение не совсем удовлетворительно. Здесь мысли ЛН совпадают с взглядами современного китайского автора, который в 60-х годах писал, что государство Цзинь несколькими походами, совершенными в разное время, ослабило силы племенного объединения татар на востоке, но косвенно помогло Чингисхану завершить великое дело объединения Монголии. Примечание. Цитируется по книге «Татаро-монголы в Азии и Европе», Москва, 1977 год,
страница 301, конец примечания. Вряд ли это объяснение убеждает. Советский ученый Мункуев считал, что едва ли возможно даже частично объяснить причину успеха первого монгольского великого хана внешними обстоятельствами. Примечание. Татаро-монголы в Азии и Европе. Москва, 1977 год, страница 391, конец примечания. Это замечание тем более верно, что цитированный китайский автор называл Монголию лишь монгольскими районами. Тогда понятен и главный импульс от империи Цзинь. Книга Гумилева «Поиски вымышленного царства» вышла в 1970 году, когда работа над теорией этногенеза была в самом разгаре. Даже полузакрытое издание трактата «Этногенез и биосфера Земли», работа была депонирована в Винити на правах рукописи, попала к читателям лишь в 1979-1983 годах, а общедоступный вариант вышел в свет на 10 лет позже. Примечание. Л.Н. гордился им и всем рассказывал, что на черном рынке оно шло за 30-ку. Бешеные деньги по тому времени. Конец примечания. Поэтому не приходится удивляться, что в этой книге нет еще взрывов этногенеза или пассионарности. Правда, появляются уже люди длинной воли. Все это применительно к монголам Л.Н. сформулирует позже в эссе «Черная легенда», 1989 год. Именно там он сказал о пассионарном толчке XII века, вследствие которого возникли два новых этноса – джурджени и монголы. Примечание. Гумилев. «Черная легенда», страница 80, конец примечания. Правда, это не снимает вопроса, почему же монголы победили джурдженей, а не наоборот? Тем более, что в последней своей работе 1992 года Л.Н. признавал, что джурдженческая пассионарность ничем не уступала монгольской. Примечание. Гумилев. От Руси к России. Москва. Экопрос. 1992 год. Страница 105. Конец примечания. Почему же пассионарный толчок сработал в пользу монголов? Почему джурджени легко победили кидани, сокрушив химерное образование ляо? Еще можно объяснить, приняв гумилевскую теорию этногенеза, кидани – древний народ, уже достигший старости, а джурджени – совсем молодой этнос. Примечание. Превращение ляо в химерное образование Л.Н. объяснял увлечением его населения чуждой ему китайской культурой. Конец примечания. Но и это еще не ответ на вопрос о победе монголов. В «Черной легенде» Л.Н. хитро отсылает читателя к объяснению, которое дал Марко Поло. Его спросили, почему у великого хана так много людей и сил? Путешественник отвечал, потому что во всех государствах, христианских и мусульманских, существует жуткий произвол и беспорядок, не гарантирована жизнь, имущество, честь, и вообще очень тяжело жить. А у великого хана строгий закон и порядок, и поэтому, если ты не совершаешь преступлений, то можешь жить совершенно спокойно. Примечание. Гумилев. «Черная легенда». Страница 102. Конец примечания. Все-таки Л.Н. здесь куда менее убедителен, чем обычно. Я думаю, он и сам это чувствовал, ибо заключал свои рассуждения вопросом. «Не продемонстрируете ли вы, — скажет читатель, — еще один наглядный случай, когда гомеостатичный этнос, раздробленный, бедный, живущий в неустойчивом равновесии с кормящим его ландшафтом, становится динамичным, преобразованным в новую целостность и при этом за время жизни одного поколения?
Тогда можно будет поверить в вашу систему доказательств. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Страница 90. Конец примечания. Гумилев сам ответил на этот вопрос довольно неуверенно. Если читатель не согласен, то его долг истолковать события по-другому, ибо оценка никогда не бывает аргументом. Он должен сказать не хорошо или плохо, а верно или неверно, и если неверно, то почему и как будет верно. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Страница 90. Конец примечания. Вероятно, в жестком противостоянии с джурдженями какую-то роль играло и несторианство. В XII веке ареал джурдженей, империя Кинь Золотая, не расширялся, хотя они стремились к владычеству над всей Азией. Возросло сопротивление со стороны несторианской церкви. Монголы поддерживали этот блок. В самый трудный момент своей жизни Чингисхан получил поддержку Торгула, лидера кераитов. Они звали его Ван-хан. Это имя, кстати сказать, имеет странное происхождение. Элен писал: слово «хан» всем понятно. Слово «ван» по-китайски означает то же самое. Китайцы дали ему титул «ван», то есть царь, царек, эквивалентное хану. Монголы не понимали слова «ван» и стали называть его привычнее «Ван-хан», а европейцы стали называть его просто Иван. Отсюда получила хождение легенда о царстве пресвитера Иоанна, где-то далеко в Центральной Азии. Все было основано на ошибке, которую мы назовем филологической. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Страница 99. Это подтвердил и немецкий исследователь фон Эрдман. Грум Гржимайло, страница 38. Конец примечания. Логика борьбы рано или поздно должна была привести Чингисхана к столкновению с его сюзереном, Ван-ханом. Монгольский историк Сандаг объяснял это интригами Ван-хана, Иоанна. Примечание. Татаро-монголы в Азии и Европе. Москва, 1977 год, страница 31. Конец примечания. В 1203 году Чингисхан разбил бывших союзников, кераитов. Так закончился период существования самого сильного христианского ханства с центром в Азии. В 1204 году он разбил найманов. В 1206 как бы вдруг возникло некое единство, скопище кочевников, официально названных монголами. В сокровенном сказании, великом историческом памятнике монголов, об этом рассказывается следующее. Когда он, Чингисхан, направил на путь истинный народы, живущие за войлочными стенами, то в год Барса, 1206, составился сейм, и собрались у истоков реки Онона. Здесь воздвигли девятибунчужное белое знамя и нарекли ханом, Чингис-ханом. Примечание. Татаро-монголы в Азии и Европе. Москва, 1977 год. Страница 34. Конец примечания. Дальнейшее известно. Война с джурдженями продолжалась с 1211 по 1235 годы. Инициатива войны исходила не от маленькой, в ту пору кочевой державы Чингисхана, а со стороны его могущественных соседей, ведь Джурдженская империя Кинь через каждые 3 года отправляла войска на север от Китая для репрессий и грабежа. Такая практика называлась уменьшением рабов и истреблением людей. Согласно Гумилеву, весь Хорезмийский султанат был разгромлен за 4 года. 30-тысячная рать, не заметив противника, прошла через нашу русскую землю
преследуя уходящих половцев, а затем через Польшу, Венгрию, Болгарию и вернулась домой. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва, 1994 год, страница 103. Конец примечания. Никто, пожалуй, так четко не резюмировал глобальных геополитических последствий монгольских побед, как сделал это далекий от геополитики Трубецкой. Всякий народ, овладевший той или иной речной системой, оказывался господином только одной определенной части Евразии. Народ же, овладевший системой степи, оказывался господином всей Евразии. Примечание. Трубецкой. Наследие Чингисхана. В книге «История, наука, язык». Москва. Прогресс. 1995 год. Страница 215. Конец примечания. Армия Чингисхана в значительной мере состояла из воинов покоренных племен. Чтобы быть в мире с новыми подданными, Чингис женил своих сыновей, одного на Меркитской, другого на Кераитской царевне. Несмотря на то, что несторианская церковь существовала даже в ханской ставке, несторианство не стало государственной религией монголов. Однако верующие могли иметь доступ к государственным должностям в Орде. Позже это сыграло роль и в истории Руси. В 1261 году в Сарае усилиями Александра Невского и монгольских ханов Берке и Менгу-Тимура было открыто подворье православного епископа. Он не подвергался никаким гонениям. Считалось, что епископ Сарской является представителем интересов Руси и всех русских людей при дворе великого хана. Примечание. Ему, владыке Сарскому и Подольскому, XIII-XIV века, было посвящено стихотворение Савицкого. «Владыка Сарской и Подольской, вокруг тебя кипит сарай, в нем на базарах топот конской, и бойкий торг, и псовый лай». Гумилев. Происхождение событий. В книге «Арабеские истории», книга 1, Москва, 1994 год, страница 20. Конец примечания. Сартак, наследник Бату, был христианином, а разрыв Золотой Орды с метрополией означал, что Золотая Орда становилась заслоном России с востока. Гумилев утверждает, что, готовясь к борьбе с Андреем Ярославичем, опиравшимся на католическую Европу, Александр Ярославич поехал за помощью в Орду, к Сартаку, покровителю несториан. Победа 1252 года, по мнению Л.Н., была одержана при помощи войск Сартака. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год, страница 343. Конец примечания. Эти, да и многие другие положения книги вызвали неприятие многих историков. Уже в начале 1971 года в вопросах истории, жестком законодателе МОД в этой науке, появилась резко отрицательная рецензия академика Рыбакова. Примечание. Рыбаков. О преодолении самообмана. Вопросы истории. 1971 год. Номер 3. Конец примечания. Думается, что ученые тогда сами насаждали тот стиль, на который потом и жаловались. Статья академика – хороший пример этого так называемого академического тона. Лев Гумилев, причастный к археологии, было еще деликатным оборотом, а дальше следовало. Задуманный Гумилевым так называемый маскарад грешит прежде всего недобросовестностью. Или верхом развязности и полного пренебрежения к источникам. И далее в том же духе. Правда, в конце рецензии делалась оговорка.
Оказывается, вся она относится не к книге в целом, а к 13 ее главе, которая может принести только вред доверчивому читателю, и поскольку это попытка обмануть всех тех, кто не имеет возможности углубиться в проверку фактической основы озарений Гумилева. Примечание. Рыбаков. О преодолении самообмана. Вопросы истории, 1971 год, номер 3, страница 12. Конец примечания. Кроме того, академика огорчила весьма спорная датировка и интерпретация слова о полку Игореве, данное Л.Н. На выпады Рыбакова Л.Н. ответил 3 статьями. Одна из них появилась в русской литературе и приглашала к дискуссии, но академик отказался. Кесарю Кесарева. И, возможно, академик был прав. Спорить с ним могут лишь специалисты. Мне же хочется возразить лишь одной фразе, отнесенной академиком ко всей книге. Он писал: как литературный прием, позволяющий объединить Запад и Восток, Гумилев использовал средневековую легенду о царстве пресвитера Иоанна, будто бы находившемся где-то в Азии. Примечание. Вопросы истории, 1971 год, номер 3, страница 13. Конец примечания. Как литературный прием? Отнюдь нет. Ведь эта линия проходит через всю книгу как боль о нереализованном в истории, как сожаление о том, что могло произойти, но, увы, не произошло. Как было не заметить, что 1204 год, выделенный в книге как год успехов и становления монгольского этноса, отмечен там же трагедией в отношениях Запад-Восток. 1204 год был и годом падения Константинополя, разграбленного крестоносцами. Пал Париж Средневековья, центр православия, город, сосредоточивший, по оценкам историков, 2/3 мирового достояния. Прекратила существование Византийская империя, и возникла новая геополитическая ситуация. Жестокий спазм на Западе и Востоке, оценивал ее Л.Н. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год, страница 184. Конец примечания. Всего этого ухитрился не заметить академик. Даже резкий критик Гумилева профессор Лурье отмечал, что фактически книга Гумилева посвящена гораздо более широкому кругу вопросов: возникновению Монгольской империи, ее идеологическим основам и взаимоотношениям с христианскими государствами, в частности, с Русью XIII века. Примечание. История СССР, 1990 год, номер 4, страница 129. Конец примечания. Коренное изменение геополитической ситуации для нас состояло в том, что Византия была естественным и потому искренним другом Руси. Эта потеря воспринималась на Руси как внезапная смерть близкого человека. Русь перестала быть, по мнению Л.Н., частью грандиозной мировой системы, а оказалась в изоляции, охваченная с севера и юга в клещи 2 крестоносными воинствами. Примечание. Гумилев. Древняя Русь и Великая Степь. Москва. Мысль. 1989 год. Страница 492. Конец примечания. Дело не только в том, а во всем историческом противостоянии Запада и Востока, католичества и православия. Византия была идеократическим государством. Примечание. Идеократия – власть идей, идеалов. Термин евразийцев – противопоставление власти материи, так называемой рыночной системе. Конец примечания.
Последняя, как и евразийскость Византийской империи, отталкивала Запад. Примечание. Кожинов. Византийское и монгольское наследство в судьбе России. Российский обозреватель, 1996 год, номер 3, страница 103. Конец примечания. Мне кажется очень глубокой мысль Кожинова, заключающаяся в том, что неверно видеть в евразийстве России лишь следствие ее долгого пребывания в составе Монгольской империи. Исследователь пишет, что в действительности эта пора была закреплением и укреплением уже давно присущего Руси качества. Примечание. Кожинов. Византийское и монгольское наследство в судьбе России. Российский обозреватель, 1996 год, номер 3, страница 104. Конец примечания. По мнению Гумилева, лишь гораздо позже, когда Европа испытала остроту монгольских сабель, интерес к царству пресвитера Иоанна весьма возрос. Дело в том, что обе стороны, крестоносцы-европейцы и греки-византийцы, жаждали иметь в тылу у ненавистных врагов-кочевников какого-либо союзника, своеобразный второй фронт, пусть и мифический, но ими желанный. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва. Танаис. 1994 год. Страница 454. Комментарий. Конец примечания. Джованни Карпини де Плано, посланный папским престолом, и придворный Людовика IX святого Гильом де Рубрук, францисканские монахи, по сути были разведчиками Запада. Их выводы совпали. Монголы не христиане. От царства Иоанна сохранились лишь воспоминания, и несториане для католической Европы не друзья и братья, а еретики и враги. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Страница 203. Конец примечания. Читатель, наверное, заметил, что у Л.Н. упоминается не одна версия о пресвитере Иоанне. На самом деле их было еще больше, и исследование вопроса тянется очень издалека. Еще в XVIII веке французский историк Дегин писал, что это татарский хан, обращенный в христианство несторианскими миссионерами. Карамзин приводит цитированное нами письмо Иоанна к Мануилу, греческому императору. Анализ английских средневековых источников говорит о разных версиях. Азиатская теория совпадает с главным предположением Л.Н. о том, что Иоанн – монгольский завоеватель Елюташи, по Л.Н. и Грумму Елюйдаши, основатель империи Кара-Китая в Средней Азии. Сторонники африканской гипотезы считают, что Иоанн – монах из Эфиопии. Примечание. Матузова. Английские средневековые источники. Москва. Наука. 1979 год. Страница 232. Конец примечания. Итак, если Иоанна не существовало, его следовало выдумать. Но дело в конечном счете не в этом, а гораздо шире и глубже. Запад ухитрился не заметить, что Европа спасена монголами. Именно пришедшие к власти несториане в 1252 году несторианская партия победила в монгольском Улусе, толкнули Мунке-хана на войну с мусульманами. Но уже в 1253 году в папской булле был провозглашен крестовый поход против монголов, в котором против них вместе выступили католики и мусульмане. Кочевники, даже став христианами, оставались в глазах греков степными варварами, а в глазах латинян – дикарями, пусть не язычниками, но еретиками. Именно близорукость Запада привела к тому, что идея основания христианского царства на Ближнем Востоке была утрачена, так как населенные христианами земли попали в руки врага.
Последним актом трагедии было обращение Монголии в провинцию Китая, вне этничной военной монархии. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Страницы 205, 216, 222. Конец примечания. Так как же было рецензенту-академику не заметить основной линии книги? Может быть, он ее не читал? На сегодня нет фактически верного ответа, писал Л.Н. Почему так преступно, безответственно и равнодушно европейская общественность XII-XIII веков отнеслась к судьбе христианства на Востоке? И там, где маячила великая цель, просвещение во имя Святой Троицы, в степях и равнинах Евразии вдруг возникла трагическая и безысходная коллизия избиения всех христиан, православных, католиков, несториан и других в целях узковедомственной шкурной политики нескольких орденов рыцарей и небольшой торговой прослойки, обнаглевшей от спекуляции дорогостоящими товарами Востока на жаждавших роскоши дворах Запада. Ублюдочная политика Европы, папы, нотаблей, авантюристов, хищных сторонников императоров в столетие между 1187 и 1287 годами до окончательного падения Святой Земли, обетованной земли христианства, необъяснимо, исходя из логики эволюционных воззрений, присущих традиционной историографии Европы или России начала XX века. Все тогда вело к катастрофе, изгнанию европейцев с Ближнего Востока. Знали об этом почти все. Все политики чувствовали это, но ожидали чуда, что кто-то придет и спасет их. Почему? Примечание. Гумилев из неопубликованного дается по рукописи «Черной легенды. Поиски вымышленного царства Танаис», страница 455. Конец примечания. Глава 9, 4. Чингисхан. Новое прочтение. Эпиграф. Вообще мы не имеем средств, чтобы восстановить нравственный облик Чингиса, и даже вряд ли в состоянии будем когда-нибудь указать главнейшие элементы его характера, без чего, однако, невозможно дать правдивой оценки его деяний не только в качестве полководца, но и как организатора мировой империи, задача, которая в таком объеме, по справедливому замечанию Бартольда, не предлагалась еще ни одному народу. Грум Гржимайло. В 1957 году в письме к Савицкому Л.Н. признавался, что он еще не готов писать о Чингисхане, но через десяток лет созрел и взялся за это опасное и острое дело. Эпоха оттепели и последующих лет оставалась еще очень сложной, а официальные оценки Чингисхана в советской исторической науке были однозначно негативными. Истоки негативности очень глубоки. Еще Гегель в своей философии истории писал, что движения народов под предводительством Чингисхана и Тамерлана все растаптывали, а затем опять исчезали, как сбегает опустошительный лесной поток, так как в нем нет жизненного начала. Примечание. Гегель. Сочинение, том 8. Москва, 1935 год. Страница 85. Конец примечания. Карл Маркс как-то заметил: орды совершают варварство в Хорасане, Бухаре, Самарканде, Ваахе и других цветущих городах. Искусство, богатые библиотеки, превосходное сельское хозяйство, дворцы и мечети – все летит к черту. Примечание. Маркс. Secret Diplomatic History of the 18th Century. London. 1899. Page 78. Конец примечания.
В другом месте классик писал: «Это иго не только давило, оно оскорбляло и иссушало душу народа, ставшего его жертвой. Татары установили режим систематического террора, разорение и массовые убийства стали обычным явлением». Примечание. Marx. Secret Diplomatic History of the 18th Century. London, 1899, page 78. Конец примечания. Вы что, против Маркса, Лев Николаевич? На это он решился лишь 20 лет спустя. Не будучи антимарксистом, он опровергал упомянутую оценку Маркса. По поводу взятия монголами среднеазиатских городов существует вполне устоявшаяся версия, согласно которой дикие кочевники разрушили культурные оазисы земледельческих народов. Л.Н. указывал, что эта версия основана на легендах, создававшихся придворными мусульманскими историографами. Примечание. Гумилев. От Руси к России. Москва, 1992 год, страница 108. Маркс. Хронологические выписки. Архив Маркса Энгельса, том 5, Москва, 1938 год, страница 221. Конец примечания. В 70-х годах все было куда суровее. Официальная историческая наука в СССР не знала каких-то нюансов в оценке монгольского нашествия и личности Чингисхана. Академик Тихвинский писал: «Господство монгольских завоевателей отбросило Китай далеко назад. Шло распространение рабовладения, обнищание монголов». Примечание. Татаро-монголы в Азии и Европе. Москва, 1977 год, страница 11. Конец примечания. Жестко предупреждал всех идущих не в ногу и профессор Пашуто. В международной историографии до сих пор слышны голоса тех, кто, подобно авторам евразийского толка, славословил сильную личность Чингисхана и мнимые заслуги его преемников. Примечание. Татаро-монголы в Азии и Европе. Москва, 1977 год, страница 210. Критиковал он и немецких ученых, презрительно называя их «остфоршерами», за то, что они приписывали спасение Европы немецким рыцарям, которым якобы принадлежала решающая роль в известной битве при Легнице. Но еще дальше, писал Пашуто, пошел в своих последних работах Вернадской. Особенно не понравилась советскому историку фраза последнего: «Запад был неожиданно спасен благодаря событию, происшедшему в далекой Монголии. Умер великий хан». Это, по мнению Пашуто, уже уход из науки. Понял ли намек Лев Николаевич? Это в его поисках имеется целых 3 ссылки на работы Вернадского. Еще шаг, и он тоже мог оказаться вне науки. Но на дворе был уже 1977 год. И в одном сборнике печатались и обличители, и последователь криминальных евразийцев Лев Гумилев. Правда, его статья была задвинута в самый конец книги. На что же надеялся наш герой в далеком 1970 году, публикуя свою книгу с очевидной симпатией к личности монгольского завоевателя? Обозначиться как некий научный диссидент? Думается, что нет. Он видел, что где-то, пусть пока в дальнем зарубежье, официальная однозначность оценок дала трещину, и оказался прав. Ему очень хотелось писать о Чингисе. Хотелось потому, что он, конечно, знал легенду матери о происхождении ее предков. Сама А.А. излагала ее следующим образом. Моего предка хана Ахмата убил ночью в его шатре подкупленный русский убийца. Этим, как повествует Карамзин,
кончилось на Руси монгольское иго. Этот Ахмат, как известно, был чингизидом. Одна из княжон Ахматовых, Прасковья Егоровна, в XVIII веке вышла замуж за богатого и знатного сибирского помещика Мотовилова. Егор Мотовилов был моим прадедом. Его дочь Анна Егоровна – моя бабушка. Она умерла, когда маме было 9 лет, и в честь ее меня назвали Анной. Примечание. Записные книжки Анны Ахматовой, 1908-1966 годы. Москва, Турин, 1996 год, страница 449, конец примечания. Необходимо отметить, что разыскания на этот счет краеведа Куприянова при участии москвичей и помощи самого Л.Н. прояснили картину его родословной лишь до середины XVIII века. Первым точно установленным его предком по линии отца был Лев Васильевич Львов, секунд-майор. Умер 10 января 1824 года. Правда, в этой публикации наверху таблицы было написано «Прапрадед Гумилева, князь Милюк, владелец имения Слепнева». Примечание. Печатный двор, 22 сентября 1989 года. Конец примечания. Понятно, почему так хотелось Л.Н. посетить землю предков Монголию. В 1975 году он даже заполнил выездное дело, но поездка не удалась. Впоследствии Гумилева критиковали за все, что угодно. За так называемый биологизм, за антисемитизм и даже за сионизм. За его датировку слова о полку Игореве, но почти не трогали за Чингисхана. Ругань по поводу ига не в счет. Л.Н. надеялся, что пронесет, но все-таки был осторожен. В поисках нет, например, ни одной ссылки на Савицкого, наиболее близкого ему евразийца, и не просто близкого по духу, но и знакомого. Что это? Страх? Комплексы? Думается, что нет. Идут 70-е годы. Вроде бы доктору наук, не диссиденту, не подписанту. Чего же бояться? Однако, когда ныне знакомишься с перепиской Л.Н. и журнала «Природа», поражаешься степени его поднадзорности даже в это благополучное время. И опять же не у властей, а у коллег. Оказывается, для публикации статей Л.Н. по исторической тематике в столице требовали отзыв не менее чем стабильно благонадежного Дмитрия Сергеевича Лихачева, а по географии академика Маркова. Примечание. К слову, академик Марков был изумительно светлой личностью, высокоинтеллектуальным человеком, но не имел никакого отношения к тем географическим сюжетам, которые занимали Л.Н. Конец примечания. Когда Л.Н. вяло отбивался, писал, что не хочется ходить по академикам, ему отвечали: «Не надо, не ходите, но тогда мы сами будем просить их визу строго по служебной линии». Примечание. Письмо редактора журнала «Природа» Шишкина, 4 января 1974 года. Конец примечания. Насчет проработки в вопросах истории сам Л.Н. рассказывал, что его спрашивали так: «Объясните, где у вас производственные отношения? А где производительные силы? Где классовая борьба?» Ничего нет. Самое смешное в этом, что Л.Н. знал Карла Маркса куда более основательно, чем проработчики. Итак, надежды Л.Н. были лишь на неоднозначность оценок Чингисхана за рубежом, прежде всего, естественно, в Монголии и Китае. В ту пору ходила по интеллигентским кухням шутка-загадка. Какая из стран мира является самой независимой? Ответом было
Монголия. А на недоуменный вопрос «почему?» шутники, довольно ухмыляясь, сообщали: а потому что от нее ничего не зависит. Однако кое-что все-таки зависело, и упрощать ситуацию не надо. Оценки Чингисхана там колебались от резко негативных до апологетически культовых. Сейчас, конечно, анекдотично звучит, что монгольские историки, руководствуясь решениями Третьего пленума ЦК МНРП 1962 год, выступили с решительным развенчанием псевдонаучных теорий о прогрессивности татаро-монгольских завоеваний стран Азии и Европы. Примечание. Татаро-монголы в Азии и Европе. Москва, 1977 год, страница 203. Конец примечания. Оказывается, Чингисхан лишь в начале пути был прогрессивной фигурой, вся дальнейшая его деятельность сугубо реакционна и гибельна. Грабительские войны, упадок производительных сил Монголии, страдания народа. Более того, монгольские авторы иногда поучали наших. Сандаг стыдил даже классиков русской исторической науки, академиков Бартольда и Владимирцева. Нехорошо, дескать, что в ваших дореволюционных работах идет восхваление личных качеств, военных и организационных способностей Чингисхана. Примечание. Татаро-монголы в Азии и Европе. Москва, 1977 год, страница 23. Конец примечания. Бартольд действительно был грешен. Он называл Чингисхана даровитой личностью, писал о гениальных планах монгольского хана. Но статью могли прочитать и в родной Монголии, поэтому следовал такой кульбит. Отдельные западные авторы огульно охаивали деятельность Чингисхана и изображали его как жестокого дикаря. Примечание. Татаро-монголы в Азии и Европе. Москва, 1977 год, страница 23. Конец примечания. Тоже нехорошо. Надо, однако, сказать, что колебались вместе с линией не все монгольские авторы. Так, четкую позицию признания масштабной личности и заслуг Чингисхана при любой погоде занимал опальный в МНР академик Ринчен, один из постоянных корреспондентов ЛН, высоко ценивший его. Сейчас в Монголии полный размах получило безоговорочное признание даже культ Чингисхана, поднятый на уровень государственной идеологии. Примечание. Родина, 1997 год, номера 3/4, страница 86. Конец примечания. Страна ставит ему памятники. Естественно, что особое внимание обращается там на работу Гумилева «Древняя Русь и Великая Степь». На нее опубликованы положительные рецензии, так же, как и на переизданную у нас книгу Хара Давана «Чингисхан». Взаимоотношения Золотой Орды с Русью трактуют даже не как военно-политический протекторат, а как союз двух примерно равноценных образований. Примечание. Родина, 1997 год, номера 3/4, страница 86. Конец примечания. Монгольские колебания в оценках Чингисхана могли у нас учитываться, а могли и не учитываться. Иначе с китайскими. Думается, что они учитывались всегда, может быть, только в эпоху так называемой культурной революции со знаком наоборот. Там колебания линии шли с большой амплитудой. В военном 1942 году в столице особого района отмечался день рождения монгольского героя, и людей призывали учиться у Чингисхана революционной деятельности. Однако после победы революции и вплоть до начала 60-х годов монгольские завоевания квалифицировались как чужеземный гнет, и лишь
В 1961 году вдруг возникла необходимость переоценки отрицательного отношения. И все стало освещаться совсем не так. Оказалось, что эпоха династии Юань была и временем великого объединения Китая. Тогда усилилось общение его с Западом, а в Китае расцвели торговля, ремесла, транспорт, быстро развивались экономические и культурные окраины, особенно Монголия, попавшая под влияние передовой китайской цивилизации. Дальнейшее понятно. В 1962 году орган ЦК КПК Жеминь Жибао заключил, что династия, созданная Чингисханом, сыграла прогрессивную роль в истории Китая, а он сам сломал границы между национальностями, восстановил вновь великое многонациональное государство. Чтобы это стало более наглядным, в границы империи Юань на карте включали Восточный Туркестан и Среднюю Азию. Изменилось кое-что и в России, но этого уже не довелось узнать Льву Николаевичу. Репортаж Шпигеля о президенте Калмыкии Кирсане Илюмжинове был иллюстрирован его цветной фотографией за письменным столом, над которым висел гигантский портрет Чингисхана. Статья называлась «Маленький хан». Примечание. Der Spiegel, 1996 год, номер 16, страница 184, конец примечания. В ней было немало любопытного. В частности, видна огромная живучесть традиций, трудная сменяемость менталитета. Каким же рисовал Чингисхана Гумилев в книге 1970 года? Потом будут и другие, более смелые оценки. У него нет черного или белого. Нет и черно-белого монгольского варианта. Был хороший, прогрессивный, стал плохой, реакционный. ЛН начинает с честного признания дефицита информации, крайней ее противоречивости и политической заданности. Один из основных источников Юань-Чао Миши – «Тайная история монголов», она же «Сокровенное сказание», написанное в 1240 году. Согласно мнению ЛН, не что иное, как политический памфлет. Примечание. Гумилев. Тайная и явная история монголов XIII-XIV веков. В книге «Татаро-монголы в Азии и Европе». Москва, 1977 год, страница 495. Конец примечания. Противоречива не только информация о Чингисхане, но и ее трактовка самыми видными специалистами-классиками востоковедения. Если «Сокровенное сказание» по Бартольду, героический богатырский эпос и апология степной аристократии, то по Козину совсем наоборот, демократии, а по Владимирцеву просто история дома Чингисхана. Согласно же современным ученым, «Сокровенное сказание» является обоснованием объединения монгольских племен. Гумилев отмечал, что в истории возвышения Чингисхана сомнительно все, начиная с даты его рождения. Примечание. Гумилев. Тайная и явная история монголов XIII-XIV веков. В книге «Татаро-монголы в Азии и Европе». Москва, 1977 год. Страница 486. Конец примечания. То ли он родился в 1152-1153 годах, то ли в 1155, как указывал Рашид ад-Дин. Примечание. Именно по этой версии отмечалась его память в Монголии и КНР. Конец примечания. Некоторые считают, что это мог быть 1155, 1162 или 1167 годы. Следует заметить, что от того, какую дату рождения называют исследователи, зависит то, когда Темуджин впервые стал Чингисханом.
Примечание. Кычанов. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. Москва, 1977 год. Страница 190. Конец примечания. Более того, некоторые исследователи сомневались, а был ли он вообще монголом? Не было ли динлинской крови в роду Борджигинов? В свое время его отца, Ясугея-Багадура, родные и друзья избрали главой этого рода. Современный немецкий исследователь Франке допускает возможность отождествления с Ясугеем Аоло Бодзила. Примечание. Бодзиле Бочихе, чурудженский титул, приблизительно эквивалент титулу лорд. Конец примечания. Можно предположить, пишет он, что этот первый монгольский император по имени Аоло может быть отождествлен с отцом Чингисхана Ясугеем, который в 1266 году канонизирован как Леузу. Примечание. Цитируется по книге Кычанов. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. Москва, 1997 год, страница 180. Конец примечания. Ясугей-Багадур был храбрый человек, участвовавший во многих войнах с другими монгольскими племенами. Дети в его семье рождались большей частью с голубыми глазами и белокурые, как отмечал Рашид ад-Дин. Правда, царевич Вахушти в своей истории Грузии писал, что Темуджин имел рыжие волосы. Достоверно известно лишь место, где родился Чингисхан. Это урочище Делюнболдок на правом берегу реки Онон в 8 верстах от нашей границы с Монголией, то есть в русских пределах. Примечание. Грум-Горжимайло, Западная Монголия и Уранхайский край. Ленинград, 1926 год. Страница 402. Конец примечания. Отца не стало, когда мальчику было всего 9 лет. Семья бедствовала, находясь под постоянным наблюдением бежавших от нее былых соратников Ясугея. Туманен весь период отрочества Чингиса. Из него вроде бы достоверны лишь порочащие мальчонка обстоятельства, убийство им своего брата, а также факт пленения будущего властителя Монголии соседним племенем. Однако Л.Н. полностью реабилитирует своего героя. Брат его якобы был лазутчиком и доносчиком, а соседи напали на юрту Ясугея потому, что лишь в Чингисе они видели выдержку, волю, упорное стремление к цели, и это пугало врагов борджигинов. Примечание. Гумилев. От Руси к России. Москва, 1992 год. Страница 97. Конец примечания. Молодость героя еще труднее для изучения. Сложным путем, через возраст сына Темуджина, Джучи, который нам известен уже по истории Золотой Орды и Руси, через известное время его смерти, восстанавливает Л.Н. многие даты этого периода. Из монгольской традиции известно, что первое избрание Темуджина Чингисханом произошло в год Барса, 1182. Согласно китайским историкам, в 1183 или 1184 годах. Много и других неясностей, вплоть до имени Чингисхан. Бурятский исследователь Банзаров считал, что это имя одного из шаманских духов. Другие полагают, что титул произошел от слова «чингиху» – «обнимать», а значит «чингис» – титул человека, имевшего всю полноту власти. Имеются и другие варианты перевода. Например, «Чингис» значит «небо», а тогда Чингисхан – «небесный хан». Л.Н. отмечал, что наши орфографы заставляют писать Чингис-хан вместе, в общее слово. Но это все равно, что писать
академик Иванов в одно слово. Ведь это же легко понять. Чингис – титул, а хан – это должность. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва, 1994 год. Страница 102. Конец примечания. Наконец, зрелость. Период также весьма неясный. Его можно ограничить 1182-1201 годами. Это время внутренней войны в Монголии. На все эти годы выпадает лишь 3 освященных события. Первое. Ссора Чингиса с его Андой, кровным братом Джамухой. Это как раз и есть тема детектива, о чем речь пойдет дальше. Второе. Поход на татар. Третье. Расправа с отложившимся, то есть ушедшим родом Джурки. Но именно тогда Чингис превращается из мелкого князька в претендента на престол не только Монголии, но и всей Великой Степи. Этот период – ключ ко всему пути монгольских побед в глобальном масштабе, и именно здесь официальная история замалчивала те же события, что и тайная. В сокровенном сказании отношение автора к герою двойственно. Первая ипостась – Темуджин, человек злой, трусливый, вздорный, мстительный, вероломный. Вторая ипостась – Чингисхан, государь дальновидный, сдержанный, справедливый, щедрый. Первая ипостась нацело отвергалась Грумгджимайло и, по моему мнению, вполне убедительно. Исследователь считал, что, будь этот портрет хоть сколько-нибудь верен, Темуджин не мог стать тем, кем он стал, и возбудить к себе уже с юных лет с одной стороны преданность и симпатию, с другой – боязнь и зависть. Примечание. Грумгджимайло. Западная Монголия. Страница 408. Конец примечания. Элен, безусловно, склонялся ко второй оценке. Мотивировка Гумилева мне кажется еще глубже. Она состоит в подчеркивании верности его героя идее природного государства, поскольку в сплочении Великой Степи он пошел куда дальше и хуннов, и тюрков. Кроме того, Л.Н. указывает на безусловную и выдающуюся пассионарность Чингисхана. Последняя проявляется как в его действиях, так и в его притягательной силе, собиравшей вокруг него людей длинной воли. Вернадский, оценивая Ясу как свод законов уже не для ханского улуса, а для мировой империи, писал: «Следует признать, что Чингисхан был не только гениальный полководец, но и государственный деятель крупного размаха, творец нового имперского права». Примечание. Вернадский о составе Великой Ясы Чингисхана. Исследования и материалы по истории России и Востока. Выпуск 1. Брюссель, 1939 год. Страница 39. Конец примечания. Дополняет эту оценку замечание Грумгджимайло о том, что законы Чингисхана нельзя назвать строгими, если сравнить их с кровавыми средневековыми законами Европы или даже с воинским уставом Петра I, согласно которому смертная казнь угрожала по 200 артикулам. Примечание. Грумгджимайло. Западная Монголия. Страница 439. Конец примечания. По-разному объясняли историки противостояние Чингисхана и Джамухи. Бартольд полагал, что Чингисхан встал во главе монгольской аристократии, а его Анда и лучший враг Джамуха защищал интересы простого народа. Эту позицию разделял и Вернадский. Примечание. Вернадский. Начертание русской истории. Прага, 1927 год, страница 71. Конец примечания. Но еще Грумгджимайло решительно отвергал мнение о том, что аристократы
не составляли сколько-нибудь заметной части дружины Чингисхана и лишь частично получали военно-административные роли. Отвергали такое противопоставление известный тюрколог Владимирцев и Милюков, говоривший о чересчур схематичном взгляде. Примечание. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Часть 1. Москва. 1993 год. Страница 372. Конец примечания. В войске Джамухи, воевавшем против Чингиса в 1201 году, главную массу вообще составляли не монголы, а татары, ойроты, найманы. Монголы же были представлены лишь 5 родами. Они отстаивали не какие-то абстрактные демократические принципы, а свою политическую самостоятельность. Сам Джамуха, добивавшийся престола еще в то время, когда Темуджин не мог и мечтать об этом, едва ли действительно разделял упомянутые принципы. Примечание. Грум Гржимайло, страница 409, Милюков, очерки по истории русской культуры, часть 1, Москва, 1993 год, страница 370, конец примечания. К тому же избирают Джамуху именно племена. Стандартным в догумилевском прочтении истории было противопоставление Темуджин-Джамуха на равных. Более того, иногда последний изображался как бы и выше. Автор сокровенного сказания писал, что он мыслью стремился дальше Анды, то есть Темуджина. Они стали андами еще в детстве, в 1173 году, когда Темуджину было всего 11 лет. В ту пору они с Джамухой играли на льду реки Онон. Анда значила очень много, даже больше, чем кровное родство. 7 лет после этого они даже не встречались, а за это время в жизни Темуджина произошло многое. Он побывал в плену, бежал оттуда, успел жениться. Дальше начинается цепь загадок в их взаимоотношениях. В 1180 году враги умыкают Борте, молодую жену Темуджина, и он просит о помощи Ван-хана и Джамуху. В ответ за обиду одной женщины 40 тысяч воинов сели на коней. Врагов, меркитов, естественно, разбивают. Борте возвращена. Но почему против 300 меркитов выступают 40 тысяч? Энергия закономерностей набухала, туманно объясняет Л.Н. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва, 1970 год, страница 157. Гумилев. От Руси к России. Москва, 1992 год, страница 432. Конец примечания. Но почему-то и Вернадский говорил о том же времени, как о страшном сосредоточии и напряжении народной энергии. Примечание. Вернадский. Начертание русской истории. Прага, 1927 год, страница 71. Конец примечания. Дальше еще одна загадка. 1,5 года анды неразлучны, а потом Джамуха говорит Темуджину какую-то непонятную, туманную фразу, и дружба вдруг испаряется. Фразу эту потом назовут кочевой загадкой Джамухи. Правда, Л.Н. считает, что все проще. Автор сокровенного сказания, а оно писалось через 60 лет после события, вложил свои мысли в уста героя. Где уж нам его смысл раскрыть, заключает Гумилев. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Страница 157. Конец примечания. Но все это слова, а надо следить за событиями, за фактами, как учил сам Л.Н. После похода на меркитов анды почему-то снова проводят обряд братания.
Почему? Уже в 1182 году, когда Темуджина избирают Чингисханом, Джамуха жалуется неким, так сказать, посредникам из монгольской аристократии, что их с Андой разлучили. Дальше происходит совсем непонятное. Столкновение после убийства брата Джамухи. Расклад сил такой. 30 тысяч воинов у Джамухи, 13 тысяч у Чингисхана. В битве при Далан-Болджутах войска Чингиса терпят поражение. Остатки их оказываются запертыми в ущелье у реки Онон. Однако Джамуха не только не развивает успех, но, взяв пленных, уходит, сказав: «Ну, мы крепко заперли его в Ононском ущелье». Почему? Элен объясняет. Окружение Джамухи хотело боя, хотело уничтожить чингисовцев, а у Джамухи такой цели не было. Но опять же, почему? Чингис получает передышку на 18 лет. Правда, она была весьма условной. То ли 10, то ли 14 лет он провел в плену у Джурджени, но бежал оттуда. В 1201 году его Анду, Джамуху, Курултай избирает Гурханом. За него племена, точнее племенная аристократия. Дальнейшее совсем загадочно, необъяснимо. В 1202 году шла монголо-найманская война. В одном строю находились воины Чингиса и кераиты Ван-хана. Вдруг последний покидает Чингиса в сложной ситуации и терпит поражение. Его спасает лишь великодушие Чингиса. Здесь еще нет большой загадки. Она в другом. До спасения Ван-хана Джамуха является в кераитскую ставку и дает советы Ван-хану. Возникает столкновение между союзниками-монголами и кераитами, в результате которого последние терпят поражение. А Джамуха? Он оказывается в лагере врагов Чингиса. Но опять же, почему? Зачем? Элен объясняет это так. Джамуха вел двойную игру. Отпугивая Ван-хана от примирения с найманами, он играл на руку Чингису. Джамуха уводит свои войска и извещает Чингиса, что найманский хан деморализован и можно начать наступление. Найманы терпят полное поражение, и монголы Джамухи сдаются Чингису. Все это выглядит очень запутанным. Но это не так, если принять версию, что лучший друг и злейший враг Чингиса был просто его шпионом, и названные братья почти до конца оставались друзьями. Это объясняет и последнюю их встречу, и предыдущие эпизоды. После поражения найманов воины схватили Джамуху, привели к Чингису, а тот велел казнить его. Очередное противоречие. Отнюдь нет. Если следовать сокровенному сказанию, то Чингис сказал стражнику слова: «Передайте Джамухе вот что. Вот и сошлись мы с тобою. Будем же друзьями. Сделавшись снова второй оглоблей у меня, уже ли снова будешь мыслить инако со мною?» Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Страница 274. Конец примечания. Джамуха якобы отверг этот мир. Но если все предыдущее было игрой, хорошо срежиссированной и обманувшей многих исследователей, почему же тогда состоялась казнь? Элен отвечает и на этот вопрос, как мне кажется, весьма убедительно. Если бы Чингис мог без шума и огласки отпустить Джамуху, то он бы, конечно, это сделал. Но нухеры испортили всю игру, потому что вся степь узнала о пленении главного соперника монгольского хана. Надо было прятать концы в воду, и Джамуху казнили, оповестив об этом всех, кого было нужно. Примечание. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Страница 275. Конец примечания.
Если эта детективная история с разгадкой лишь в финале кому-то покажется неубедительной, то надо найти более доказательную версию конфликта между ними, версию, которая по-иному снимала бы все загадки. Вряд ли это скоро произойдет. Тем более, что к шпионской версии ЛН очень близка и версия классика, академика Бартольда, который писал: «С таким чувством Чамуха поднял оружие против Темучина, но и тут тайно оказывал услуги своему Анде и предупреждал его о намерениях врагов». Примечание. По-разному в разное время именовали его наши историки. Бартольд. Образование империи Чингисхана. Записки Восточного отделения Императорского русского археологического общества, том 10, 1896 год, Санкт-Петербург, 1897 год, страница 113. Конец примечания. В 1206 году на важном Курултае Чингис был вновь избран ханом, но уже всей Монголии. Так родилось общемонгольское государство. До этого он победил своих соседей-обывателей, выражение ЛН, которых Вернадский уничижительно называл народцами. Примечание. Вернадский. Начертание русской истории. Прага, 1927 год, страница 71. Конец примечания. Оставались старинные враги борджигинов, меркиты. Разбитые монгольским войском в 1216 году на Иргизе остатки непокорившихся меркитов откочевали к половцам. Половцы приняли их и, естественно, стали врагами монголов. Борьба с половцами затянулась и была продолжена уже при преемнике Чингиза, его сыне Угедее. В 1223 году монголы, преследуя половцев, впервые соприкоснулись с русскими, но это уже другая история. Только через 20 лет после поисков ЛН скажет всю правду про Чингиса. Из него сделали просто пугало нашей истории, вместо реального исторического разбора. Монголы были союзниками России. В 1912 году, отделившись от Китая, они вошли в контакт с Россией. Чингисхан для них святыня. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва, 1994 год, страница 266. Конец примечания. От поисков пошло много новых линий в творчестве Гумилева. Монголы и Русь – это начало Древней Руси и Великой Степи. Поиски вместе с двумя предыдущими частями степной трилогии дали богатейшую фактуру для обобщений по теории этногенеза. Они прямо-таки толкали к обобщениям на тему «Запад-Восток». Именно на Востоке создалось высокоорганизованное, беспрецедентное по размерам государство от Тихого океана до Карпат. Восточная цивилизация продемонстрировала, что она ничем не слабее западных. Монголы формулировали историческую задачу Евразии, положив начало ее политическому единству и основам ее политического строя. Примечание. Евразийство. Опыт систематического изложения. Евразийское книгоиздательство. Прага, 1926 год, страница 38. Конец примечания. Евразийцы не уходили здесь от позиций классиков русской исторической науки. Ключевский называл Россию XVIII века государством восточноазиатской конструкции с европейски украшенным фасадом. Примечание. Цитируется по «Евразийский временник», 1927 год, страница 26. Конец примечания. Глава 9. 5. Конец черной легенды. Неожиданные союзники на Западе. Эпиграфы. Нравы русских, вопреки всем претензиям
этого полуварварского племени еще очень жестоки и надолго останутся жестокими. Ведь немногим более 100 лет тому назад они были настоящими татарами. И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации сохраняет медвежью шкуру. Они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно чуть-чуть поскрести, и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится. Астольф де Кюстин. Свыше чем двухвековое общение с татарами, постоянное соприкосновение с ними неизбежно привело к сильному огрубению нравов, к усвоению варварских понятий и привычек. Шмурло. Книги с названием «Черная легенда» у Льва Николаевича вообще не было. Она появилась после его смерти и собрана из ряда статей, включая журнальное эссе «Черная легенда», его учениками Владимиром Мичуриным и Вячеславом Ермолаевым. Примечание. Гумилев. «Черная легенда». Москва. Экопрос. 1994 год. Конец примечания. Но число таких статей велико, а разоблачение черной легенды по сути проходит через все годы и труды Л.Н. В 1990 году, на закате жизни, он по праву скажет: «Я, русский человек, всю жизнь защищал татар от клеветы». Примечание. Советская Татария. Сентябрь-ноябрь 1990 год. Конец примечания. Автору предисловия Л.Н. так рассказывал о рождении своих взглядов. «Когда я был ребенком и читал Майн Рида, я неизменно сочувствовал индейцам, защищавшим свою землю от бледнолицых. Но, поступив в университет и начав изучать всеобщую историю на первом курсе, я с удивлением обнаружил, что в истории Евразии есть свои индейцы, тюрки и монголы. Я увидел, что аборигены Евразийской степи также мужественны, верны слову, наивны, как и коренные жители североамериканских прерий и лесов Канады. Но больше всего меня поразило другое. Отношение цивилизованных европейцев к индейцам ничем не отличалось от их отношения к тюркам и монголам. И те, и другие считались равно дикими, отсталыми народами, лишенными права на уважение к их самобытности. «Господи», — подумал я, — «да за что же им такие немилости?» Но моя попытка разобраться в вопросе столкнулась с немалыми сложностями. Целостной истории тюрок и монголов просто не было. Тогда-то я и решил заняться этой темой сам. Примечание. Ермолаев. Предисловие к сборнику Гумилев «Черная легенда». Москва. Экопрос. 1994 год. Страницы 9-10. Конец примечания. У «Черной легенды» есть свое время рождения, конец XIII века, и долгая-долгая, вплоть до наших дней, жизнь ее метастаз. Все началось с того, что тамплиеры принесли в Европу миф о царстве пресвитера Иоанна. Второй крестовый поход, 1147-1148 годы, организовывался в расчете на союзника, на мифический второй фронт, которого не было и в помине. Естественно, что поход кончился полным разгромом крестоносцев. Следующий этап событий – вторжение монгольского войска в Европу. Великий монгольский поход на запад 1236-1242 годов. Завоевание мира в задачу монгольскому корпусу поставлено не было, объясняет Л.Н. Цель похода была гораздо скромнее – разгромить надолго или навсегда половцев и избавить себя от внезапного ответного удара. Примечание. Гумилев. «Черная легенда». Страница 112. Конец примечания.
В битвах 1241 года при Легнице и Шайо они разгромили польско-немецкую и венгерско-хорватскую армию. Европа не была едина. Гвельфы, сторонники папы, пытались создать антимонгольскую коалицию, но неудачно. Их противники, гибеллины, искали союза с монголами. Создалось нечто вроде коалиции Фридрих II, хан Батый. Элен назвал это пактом о ненападении. Примечание. Гумилев, Древняя Русь и Великая Степь. Москва, 1989 год, страница 512. Конец примечания. Следующий этап зарождения черной легенды был связан с изменениями в самом монгольском улусе. Поначалу казалось, что они сулят успехи христианскому миру. После смерти Мунке, 1259 год, на престол взошел Арик-Буга, несторианин. В 1260 году монголы двинулись в Желтый крестовый поход, находка ЛН, против мусульман, египетских мамлюков. При их примитивных понятиях о чести и наивной вере в данное слово, они надеялись на союзников, христианских рыцарей-крестоносцев. Но тамплиеры и не собирались держать слово. Их вовсе не устраивало окончание бесконечной борьбы за гроб Господень, поскольку это было бы концом самого ордена. 1260 год оказался годом предательства, годом Сидонской трагедии. Правитель христианской Сирии, монгол Китбуга, со своей крошечной армией спокойно стоял у Баальбека в расчете на союз с рыцарями, но был разгромлен союзниками. Монголы, преданные и лишенные поддержки, были затем разбиты мамлюками у Айн-Джалуда. Л.Н. считает 1260 год поворотной датой в истории, после которой сила вещей повлекла цепь событий по иному пути. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Страница 135. Конец примечания. Было сметено культурное наследие Византии. Мусульмане убивали христиан, все более расширяя свой ареал. Ближний Восток из христианского превратился в мусульманский. Запад должен был что-то придумать для оправдания цепи своих предательств, и пошла по свету черная легенда, что монголы – это татары, а татары на самом деле тартары, то есть исчадие ада. Охайены были не только тихие волжские татары, мордва, тунгусы, якуты, но и русские, входившие в это время в состав Золотой Орды. Ведь идея татаро-монгольского ига, по сути, русская составляющая черной легенды. Примечание. Ермолаев. Предисловие к сборнику «Черная легенда», страница 15. Конец примечания. За 500 лет черная легенда пустила глубокие корни и пышные ветви, на которых произросли евроцентризм, учение о народах исторических и неисторических, расизм, тезисы об отсталости России, застое Китая и особой значимости Индии. Особенно гадко, писал Л.Н., деление этносов на диких, из вежливости называемых примитивными, и цивилизованных, под которыми понимаются европейцы и выходцы из Европы, живущие в колониях. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Страница 142. Конец примечания. Набор стереотипов черной легенды и ее вариаций очень велик, и все труды Л.Н. так или иначе работают на их разоблачение. Основные принципы Гумилева, с позиции которых он вел критику, были следующие. Нет европоцентризму. Этот тезис выдвинули и разработали еще евразийцы. Нет хороших или плохих этносов. Это утверждал Л.Н.
чуть ли не в каждой книге или интервью. Спорить о том, какой этнос лучше, все равно, как если бы нашлись физики, предпочитающие катионы анионам, или химики, защищающие щелочи против кислот. Писал Л.Н. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Страница 143. Конец примечания. В одном интервью, касаясь типичных обвинений восточных народов в жестокости, Л.Н. говорил: «Монголы учиняли жестокие кровопролития, говорите вы? А вырезанный Иерусалим, где в 1099 году крестоносцы не оставили в живых даже грудных детей, а разграбленный ими же в 1204 году Константинополь, а приказ Черного принца вырезать все население Лиможа в 1370 году, Черного принца, который считался национальным героем Англии, и чем же он лучше монгольских полководцев?» Примечание. Гумилев. Апокрифический диалог. Нева. 1988 год, номер 3. Страница 197. Конец примечания. Гумилев подчеркивал, что сама идея отсталости или дикости может возникнуть только при использовании синхронистической шкалы времен, когда этносы, имеющие разные возрасты, сравниваются, как будто они сверстники. Но это столь же бессмысленно, пишет он, как сопоставлять между собой в один момент профессора, студента и школьника, причем все равно по какому признаку, то ли по степени эрудиции, то ли по физической силе, то ли по количеству волос на голове, то ли, наконец, по результативности игры в бабки. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Страница 35. Конец примечания. Как отмечал Л.Н., цивилизованные европейцы стары и поэтому чванливы, как и все этносы в старости, а в молодости и они были дикими франками и норманами, научившимися богословию и мытью в бане у культурных тогда мавров. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку. 1991 год. Страница 291. Конец примечания. По мнению Л.Н., нет Каинов и Авелей. Если принимать, что был Каин, земледелец и ремесленник, а Авель – скотовод. Бог предпочел Авеля. Каин, убивший своего брата, был проклят и наказан изгнанием. Следовательно, земледельцы хорошие, а скотоводов надо бить. Л.Н., опровергая подобные взгляды, разъяснял на исторических примерах, что самые жестокие войны в Элладе шли между Спартой и Афинами, Спартой и Фивами, Фивами и Македонией, гуманно щадившей Афины. Война в Риме с Тарентом и 3 пунических войны велись горожанами. Примечание. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Баку, 1991 год, страница 112. Тарент – это современное Таранто. Конец примечания. Вообще, противопоставление «город-не город» применительно к степи достаточно бессмысленно и выдает лишь безграмотность его авторов. Выдающийся русский исследователь Азии Козлов замечал, говоря о Монголии, что почти нет другой страны, имеющей столь много памятников разнообразной культуры и цивилизации как на поверхности Земли, так и под землей. Примечание. Козлов. Северная Монголия. Москва. 1963 год. Страница 17. Конец примечания. Да и Каракорум, столица Монголии при Чингисхане, свидетельствует о том, что степнякам была отнюдь не чужда и городская культура. Радлов, в 1890 году обследовавший стены монгольского монастыря,
обнаружил каменные плиты с высеченными на них ханскими указами из Каракорума. Город был основан Чингисханом после 1220 года как административный центр с хорошо развитой торговлей и ремесленным производством. Особенностью города было отсутствие крепостных стен, что запрещалось ханским указом. У входов в городские ворота размещались многочисленные лавки торговцев из разных стран. В городе действовали храмы разных вероисповеданий, в том числе христианская церковь. Уже при Угадее в 1238 году был построен дворец Великого Спокойствия, который возвышался на высоком каменном цоколе и имел громадный зал с 64 колоннами. Примечание. Город-экосистема. Москва. Медиапресс, 1997 год. Страница 292. Конец примечания. Элен всю жизнь боролся с мифами, ибо когда миф торжествует, то наступает подлинный упадок науки, да и всей культуры. Примечание. Гумилев. Черная легенда. Страница 41. Конец примечания. Но не стала ли эта борьба в наше время сражением с ветряными мельницами? Казалось бы, евразийцы за полвека до Гумилева высказали все необходимое для опровержения всяких черных легенд. Европа и человечество, 1920 год, знаменитая брошюра князя Трубецкого стала их манифестом еще до появления в 1921 году программного сборника «Исход к Востоку». Хотя одна из первых публикаций евразийцев была посвящена другому вопросу – отношению России и латинства. Там тоже содержались четкие мысли на тему «Запад-Восток». Может быть, в итогах революции, как они уже теперь намечаются, Россия в целом отвернется от Запада и, следовательно, противопоставит свое православие западному католичеству, ибо латинство всегда воспринималось на Руси как яркий и вражеский признак иностранства. Примечание. Россия и латинство. Берлин, 1923 год, страница 33. Конец примечания. При всей ненависти к большевизму евразийцы признавали некую преемственность мироощущений, осознание новой властью особого места России в мире, ее грядущую этническую позицию. Но почему же продолжалась черная легенда в нашей стране до 80-х-90-х годов и даже расцвела в годы перестройки? Неужели заря и сейчас на Западе? Контрвопросы здесь вполне законны. А кто у нас до 80-х годов читал евразийцев или хотя бы имел понятие об этом течении? И если читал, то где? В спецхранах. Колоссальной заслугой Л.Н. являются не только его труды, но и его гигантская просветительская работа, ибо он долбил о евразийстве в каждом интервью 80-х годов. Взрыв издания о них – итог этой работы. Массовые тиражи книг о евразийстве начались уже после перестройки, в 90-х годах. Концепция вышла из анабиоза. Капля сточила камень. Л.Н. считал, что его единомышленниками в 20 веке являются евразийцы, а на Западе в какой-то мере лишь Шпенглер с его закатом Европы. Разоблачая европоцентризм, тот писал: в таком случае китайский историк был бы вправе спроецировать всемирную историю, в которой замалчивались бы как нечто незначительное крестовые походы и Ренессанс, Цезарь и Фридрих Великий. Примечание. Шпенглер. Закат Европы. Том 1. Москва. Мысль. 1993 год. Страница 146. Конец примечания. Близкие идеи возникают иногда у людей очень разных культур, разных стран и судеб, никогда и не подозревавших о существовании единомышленников. Вероятно, это говорит о значимости таких идей. В 1997 году
исполнилось 100 лет со дня рождения малоизвестного, а у нас и вовсе неизвестного, немецкого философа Вальтера Шубарта. Его книга «Европа и душа Востока» вышла в России крохотным тиражом в 2000 экземпляров. Примечание. Шубарт. «Европа и душа Востока». Москва. Русская идея. 1997 год. Конец примечания. Судьба автора трагична и связана с его прорусскими взглядами. Из-за них он, немец-католик, уже в 1933 году был вынужден покинуть Германию вместе со своей русской женой, по семейному преданию внебрачной дочерью князя Долгорукова. Он выбрал неудачное место эмиграции Ригу. В 1941 году, за несколько дней до сдачи города немецко-фашистской армии, он был арестован и исчез в ГУЛАГе. Парадоксы истории были и здесь. Приемному сыну Шубарта, Максимилиану, разрешено было выехать в Германию, а хлопотал за него человек, казненный в 1944 году тогдашний посол Германии в СССР граф фон Шуленберг. Примечание. Шубарт. «Европа и душа Востока». Москва. Русская идея. 1997 год. Страницы 309-310. Конец примечания. «Европа и душа Востока» вышла в Швейцарии в 1938 году. Ее заметил известный русский философ Ильин, живший в эмиграции. Заметил, высоко оценил и сам привел несколько примеров злобного отношения к России на Западе, в частности в Германии. Вот несколько цитат, достойных войти в черную легенду. «Это даже не варвары», писал один из непримиримых врагов России, «мазохистские трусы, блудливо ждущие позорного наказания. Смесь восточного бессмыслия и татарской хитрости. Таковы все они, побирающиеся у западной культуры. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой и больше всех Достоевской». Образы, выдвинутые русской литературой, это сплошь образцовые идиоты, от Мышкина и Раскольникова до Кутузова и Платона Каратаева. Россия – это вечная ночь, раз навсегда опустившаяся на жалких людей. Примечание. Цитируется по Шубарт. «Европа и душа Востока». Москва, 1997 год. Страницы 370-371. Конец примечания. Вальтер Шубарт, интуитивно воспринимавший дух России, гораздо больше душой, чем умом и знанием, поставил задачу осмыслить противостояние Запад-Восток, Европа-Россия, которая занимала и Л.Н. Он так и начинает свою книгу «Мое единственное и сильнейшее переживание – осмысление противоположности между человеком Запада и человеком Востока». Примечание. Шубарт. «Европа и душа Востока». Москва, 1997 год. Страница 7. Конец примечания. Многое у него не очень доказательно. Например, 4 архетипа людей, которые якобы сменяли друг друга в истории. Гармоничный, героический, аскетичный и мессианский человек. Мессианский – это русский, который видит в людях не врагов, а братьев, в мире не добычу, на которую надо набрасываться, а хрупкую материю, которую надо спасти и осветить. Примечание. Шубарт. «Европа и душа Востока». Москва, 1997 год. Страница 11. Конец примечания. Есть у него и удивительное совпадение с взглядами Л.Н. Шубарт задается вопросом, что действует на людей? Каковы постоянные силы истории? Его ответ
дух ландшафта или земли, genius loci, дух местности, который пересекается с духом эпохи. Шуберт указывает на большое значение в религиозных судьбах человечества степей Китая и России, равнин Индии, пустынь Сирии и Аравии. Примечание. Шуберт. Европа и душа Востока. Москва, 1997 год. Страницы 14-15. Конец примечания. Чем не так называемый кормящий ландшафт Гумилева? Дух ландшафта, по мнению Шуберта, обусловливает различия в пространстве, дух эпохи, различия во времени. Можно указать и на еще одно изумительное созвучие с гумилевщиной. Шуберт пишет, что люди одной крови, но различных эпох, отличаются друг от друга не только возрастной стадией своей расы, этноса, сказал бы Л.Н., но и в своей основе всем своим существом. Примечание. Шуберт. Европа и душа Востока. Москва, 1997 год. Страницы 17-18. Конец примечания. Возникает естественный вопрос. Не читал ли Шуберт евразийцев? Он писал это в 30-х годах, когда их труды на Западе были уже известны. По-видимому, не читал, поскольку представление об евразийцах у него было весьма странным. Шуберт знал, что есть такое течение, но называет только две фамилии, которые могут считаться лишь предшественниками евразийцев, и то, что называется по частностям. Один из них – Юшаков, с его трудом «Англо-русский конфликт», вышедшим в 1885 году, а второй – князь Ухтомский, с работой «К событиям в Китае». Князь умер в 1921 году, то есть в год выхода первого манифеста евразийцев. Запад-Восток – основная тема книги Шуберта. Здесь много нестандартного, никак не дублирующего предшественников. Местные условия диктуют Европе формирование человеческого типа, отличного от восточного. Это вроде бы тривиально, но далее следует. Азия стала истоком всех больших религий. Европа не дала ни одной. Поразительно, но это было написано католикам. Далее следует очень неожиданный выход на современность. Его современность межвоенной, неспокойной предгрозовой Европы. На роль русской эмиграции в чуждом ей мире. Стоит только представить себе, 3 миллиона человек с Востока, принадлежавших большей частью к духовно ведущему слою, влились в европейские народы и возвестили им культуру, которая до того времени была Западу почти неизвестна и недоступна. Это похлеще, чем многое у Л.Н. Примечание. Шуберт. Европа и душа Востока. Москва, 1997 год. Страница 28. Конец примечания. Не зная евразийцев, Шуберт стихийно выходил на их позиции. «Именно Россия, — писал он, — обладает теми силами, которые Европа утратила или разрушила в себе. Россия является частью Азии и в то же время членом христианского сообщества народов. Это христианская часть Азии». Примечание. Шуберт. Европа и душа Востока. Москва, 1997 год. Страница 33. Конец примечания. Основное противопоставление в книге – западный человек, русский человек. Оно раскрывается особыми главами о немцах, их менталитете, об англосаксах, французах, испанцах и так далее. При этом некоторые черты русского народа идеализируются и кажутся приукрашенными, а Запад критикуется безжалостно. «Русский, — пишет Шуберт, — переживает мир, исходя не из «я», не из «ты», а из «мы».
Европеец и сам не помогает, и от других помощи не ждет. Отсюда жесткость и безутешность, кантианство всего стиля жизни, кантующий европейца. Каждый здесь стремится скрыть свою нужду и имитировать счастье. Примечание. Шуберт. Европа и душа Востока. Москва, 1997 год. Страницы 127-125. Конец примечания. Думается, что это и сейчас актуально. По-иному относится русский и западный человек к богатству. Иначе и к культуре, и ко времени. У русского бесконечно много времени. Он противопоставляет Запад с его культурой середины, России с ее культурой конца. Что значат эти необычные и малопонятные формулы? Там, где Запад предпочитает золотую середину среднего сословия, копит золото и богатство, становясь их рабом, утрачивая дух свободы, русская душа хранит свободу, не покоряется вещам и противопоставляет свою независимость Западу. Примечание. Шуберт. Европа и душа Востока. Москва, 1997 год. Страницы 127, 125, 114. Конец примечания. Многое из написанного в 1938 году о русских не смотрится в 90-х годах. Это заметил и великий немецкий писатель Генрих Бёль, написавший в предисловии 1979 год книги Шуберта, не произошла ли за спиной марксизма со всей его западностью нежелательная вестернизация русского человека, возможно, уже непоправимая, вопреки ценимому Шубертом чувству братства. Примечание. Цитируется по Назаров. Смысл истории. В книге «Шуберт. Европа и душа Востока». Москва, 1997 год. Страница 436. Конец примечания. Л.Н., естественно, не мог и знать о существовании Шуберта. Зато про другого западного ученого, Арнольда Джозефа Тойнби, знаменитого английского историка и философа, 1889-1975 годы, он не только знал, но в своем архиве хранил папку переводов с надписью «Тойнби». Льву Николаевичу явно не нравилась концепция Тойнби «вызов-ответ», согласно которой развитие цивилизации идет и убыстряется в качестве ответа на вызов в ситуации особой трудности, которая воодушевляет сделать беспрецедентное усилие. Л.Н. иронизировал. Да-да, а может быть причина расцвета Англии – лондонский туман? Или вызов – это нападение иностранцев, потому что их надо отражать? Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва. Экопрос, 1994 год. Страница 178. Конец примечания. Увы, не читал Л.Н. многого у Тойнби, да и не мог читать, ибо поздно вышли у нас книги англичанина. Слишком поздно. Примечание. Постижение истории впервые появилось в русском переводе в 1991 году, а «Цивилизация перед судом истории» еще позже, в 1995 году. Конец примечания. Если одной необходимости достаточно, чтобы создать сильное государство, писал Л.Н., критикуя Тойнби, то почему они создаются так редко? Примечание. Гумилев. Черная легенда. Москва. Экопрос, 1994 год. Страница 179. Конец примечания. Л.Н. не нравится, что англичанин считал кочевой мир застойным, что якобы не давало возможности развивать собственную, оригинальную цивилизацию. Примечание. Гумилев. Ритмы Евразии. Москва. Экопрос. 1993 год. Страница 302.
Конец примечания. Между тем, заслуга Тойнби отнюдь не только и даже не столько в концепции «вызов-ответ». Эта гипотеза для него – ключ к пониманию локальных цивилизаций. Но еще важнее то, что англичанин стал автором широкой цивилизационной теории, а его формулы часто гораздо современнее и реальнее самых модернистских изысков на Западе. Появившаяся в 80-х годах концепция Фукуямы «конец истории» нацело отметалась Тойнби задолго до ее рождения. Конец истории – это ее смерть, а сущность истории – это жизнь и движение. Причем движение отнюдь не всегда поддающееся контролю и весьма часто непрогнозируемое. Более того, Тойнби почитается на Западе и как отец циклизма, что по большому счету сближает его с Л.Н. Кроме того, он стал дедушкой самой современной и модной западной теории столкновения цивилизаций, заново сформулированной и развитой ее отцом, профессором Гарвардского университета Хантингтоном в 1993 году. Суть ее в том, что в 21 веке на первый план может выйти не экономика и идеология, а цивилизационные противоречия и столкновения. Тойнби и Хантингтон увидели, правда на полвека позже, главное цивилизационное противоречие в конфликте между Западом, западноевропейская цивилизация плюс США, и не Западом, то есть остальным миром. Эту концепцию критиковали на Западе, видимо, как недостаточно западную, и на Востоке. Критиковали по мелочам, деталям и по более крупному за перетолковывание политических трений в культуралистических терминах, разъясняя, что, например, ненависть бедного юга к богатому северу есть скорее чувство классовое. Примечание. Малахов. Война культур или интеллектуалы на границах. Октябрь. 1997 год, номер 7, страница 154. Конец примечания. С этим никто и не спорит. Но установить точное, в процентах, соотношение разных факторов конфликтов, возможных в будущем, дело вряд ли реальное. Писал же Макс Вебер когда-то. В принципе, история банковского дела какого-либо народа, в которой объяснение построено только на экономических мотивах, столь же невозможно, как объяснение Сикстинской Мадонны, выведенное из социально-экономических основ культурной жизни времени ее возникновения. Примечание. Вебер. Избранные произведения. Москва. 1990 год. Страница 308. Конец примечания. Ясно, что противоречия сложнейшего современного мира определяются не только привычными факторами. Новые подходы здесь неизбежны и продуктивны. Не надо монополии одного подхода. Не передаст он всей картины, всей сложности. Вернемся к неожиданному союзнику Льва Николаевича. Тойнби подчеркивал, что современное ему видение истории остается по преимуществу европоцентристским. Западная цивилизация, достигшая в своем развитии высочайшего технологического и научного уровня, породившая либеральную демократию, тем не менее не кажется ему идеальной. Напротив, для Тойнби совершенно очевиден ее экспансионистский характер. Примечание. Уколова. Старомоден ли профессор Тойнби? В книге Тойнби «Цивилизация перед судом истории». Москва, 1995 год, страница 12. Конец примечания. В столкновении между миром и Западом, писал Тойнби, которое длится к нынешнему времени уже 4 или 5 веков, именно Запад, а не остальной мир, обрел наиболее значительный опыт. Не мир нанес удар Западу, а именно Запад нанес удар, и очень сильный,
остальному миру. Примечание. У Колова. Старомоден ли профессор Тойнби? В книге Тойнби «Цивилизация перед судом истории». Москва, 1995 год. Страница 156. Конец примечания. Здесь видится много общего между английским профессором и его русским так называемым критиком. Особенно ясно это прослеживается в статье Тойнби «Россия и Запад», в которой он советует западному человеку покинуть свою кочку и объективно посмотреть на столкновение Запад-не Запад, посмотреть глазами огромного, незападного большинства человечества. Золотой миллиард, то есть западный мир, составляет на самом деле всего-навсего 1/6 человечества. Примечание. Это понятие не принадлежит Тойнби, который о нем не знал. Конец примечания. Тойнби писал, что русские и мусульмане, индусы и китайцы, японцы и все остальные ответят одинаково на вопрос о роли Запада. Запад, скажут они, это архиагрессор современной эпохи, и у каждого найдется свой пример западной агрессии. Русские напомнят, как их земли были оккупированы западными армиями в 1941, 1915, 1812, 1709, 1610 годах. Народы Африки и Азии вспомнят о том, как, начиная с 15 века, западные миссионеры, торговцы и солдаты осаждали их земли с моря. Азиаты могут еще напомнить, что в тот же период Запад захватил львиную долю свободных территорий в обеих Америках, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и Восточной Африке, а африканцы о том, как их обращали в рабство и перевозили через Атлантику, чтобы сделать живыми орудиями для приумножения богатства их алчных западных хозяев. Потомки коренного населения Северной Америки скажут, как их предки были сметены со своих мест, чтобы расчистить пространство для западноевропейских незваных гостей и их африканских рабов. Примечание. У Колова. Старомоден ли профессор Тойнби? В книге Тойнби «Цивилизация перед судом истории». Москва, 1995 год. Страница 156. Конец примечания. Это глобальное видение истории, совпадающее с Гумилевским, но следует подчеркнуть именно глобальное. Мысли Тойнби о далекой ему России, как ни странно, тоже были в унисон с гумилевскими. Совпадало не только неприятие черной легенды, но, больше того, оценка татарского ига. Она далеко не тривиальна. Довольно печальная история отношений России с Западом, пишет Тойнби, имела, тем не менее, счастливую первую главу, ибо, несмотря на различный образ жизни, Россия и Запад довольно удачно взаимодействовали в пору раннего Средневековья. Шла взаимная торговля, заключались династические браки. Например, дочь английского короля Гарольда вышла замуж за русского князя. Примечание. Гида. Годы жизни неизвестны. Дочь последнего англосаксонского короля Англии Гарольда, умер в 1066 году, была между 1070 и 1075 годами выдана замуж за тогдашнего, с 1067 года, князя Смоленского, а позднее, с 1115 года, великого князя Киевского Владимира Мономаха. Конец примечания. Отчуждение началось в XIII веке, после нашествия татар на Русь. Татарская ига продолжалась недолго, ибо татары были степными кочевниками и не могли укорениться в русских лесах и полях. В результате татарского ига Русь потерпела убытки, в конце концов не столько от татар, сколько от западных соседей, не преминувших воспользоваться ослаблением Руси для того, чтобы присоединить к западно-христианскому миру западные русские земли в Белоруссии и на Украине.
Только в 1945 году России удалось возвратить себе те огромные территории, которые западные державы отобрали у нее в XIII и XIV веках. Примечание. Тойнби. Цивилизация перед судом истории. Москва, 1995 год. Страница 157. Конец примечания. Остается пожалеть, что нынешние борцы против имперскости, так сказать, России, этого никогда не читали, иначе отнесли бы респектабельного английского профессора к сталинистам, а уж визы в самостийную они бы не получили ни за что. Вот еще один тезис большого ученого, показывающий глубокое понимание русской истории. Профессионалы-советологи обычно не отличаются этим. Западный мир, к которому Россия пошла в ученики, был уже миром нерелигиозным. Примечание. Тойнби. Цивилизация перед судом истории. Москва, 1995 год. Страница 160. Конец примечания. Жалко, что Л.Н. не читал этого, поскольку не владел английским. Знал бы тогда Л.Н., что и на Западе есть в чем-то единомышленники, при этом весьма видные. Арнольд Тойнби – огромное явление в науке. За 2 с лишним десятилетия после его смерти на Западе не появилось сравнимой по масштабу фигуры. Более популярные в масс-медиа, более плодовитые авторы сколько угодно. Например, Бжезинский выдает по книге в год, а то и больше. Но не его же сравнивать с титаном Тойнби. Пожалуй, такого уровня достигает сейчас Хантингтон, куда более объективный и интересный, чем многие политологи Запада. Строгая научная объективность вообще – удел немногих, тем более, когда речь идет о плюсах и минусах не в точных, а в общественных науках. Какая уж тут объективность, когда кумир российских интеллектуалов, Зигмунд Фрейд, всерьез говорил о властвующих над миром великих нациях белой расы, на долю которых выпало руководство человеческим родом. Примечание. Цитируется по Октябрь, 1997 год, номер 7, страница 152. Конец примечания. Читатель возразит, это же было давно, на заре века. Но почти на закате века другой интеллектуал, очень известный немецкий историк Эрнст Нольте, не нашел ничего лучше, как характеризовать поведение своих соотечественников в годы Третьего Рейха словами «азиатисche Tat». Примечание. Азиатский поступок. Немецкий. Цитируется по Октябрь, 1997 год, номер 7, страница 155. Нольте стал широко известен после нашумевшей в 80-х годах в ФРГ дискуссии, получившей название «Спор историков». Конец примечания. Хантингтон несравненно грамотнее, оригинальнее и куда объективнее большинства современных западных авторов. Грамотнее уже потому, что в отличие от признанных советологов, он читал сочинения евразийцев. Примечание, он, правда, наивно полагал, что в России происходит возрождение интереса к идеям Савицкого. Конец примечания. Гарвардский профессор объективнее их, ибо понял, что ценности, которые наиболее важны на Западе, наименее важны во всем остальном мире. Он сформулировал в последней главе своей капитальной книги такой прогноз на будущее. Глобальные монокультуристы хотят сделать весь мир Америкой. Тамошние мультикультуристы хотят сделать Америку похожей на весь мир, но мультикультурная Америка невозможна, ибо незападная Америка перестала бы быть и американской. Так называемый мультикультурный мир непредотвратим, потому что невозможна глобальная империя. Примечание.
Huntington Samuel. The Clash of the Civilizations. Europawart. Мюнхен. Виен. 1977 год. Страница 525. Конец примечания. Запад уже начинает понимать, что тотальная кока-колонизация не проходит, что западная культура не становится мировой. Ведь не более чем видимость, что американская еда, одежда, поп-музыка, кино с большим энтузиазмом принимаются не Западом, доминируют чуть ли не на всех континентах. Культура – не потребление материальных продуктов. Сутью культуры, пишет Хантингтон, является язык, религия, ценности, традиции и обычаи. Если русские пьют Кока-Колу, это вовсе не означает, что они мыслят подобно американцам. Примечание. Хантингтон. Запад уникален, но не универсален. Мировая экономика и международные отношения. 1997 год, номер 7, страницы 84-85. Конец примечания. Думается, что под этими словами подписался бы и Л.Н. Лучшие умы Запада отвергают и другую легенду, состоящую в том, что будто бы модернизация других цивилизаций есть их вестернизация. Но еще Бродель отмечал, что Китай эпохи династии Минь был, несомненно, ближе к Франции династии Валуа, чем Китай Мао Цзэдуна к Франции времен Пятой Республики. Примечание. Бродель on History, Chicago, 1980, page 213. Конец примечания. Сегодняшний Китай демонстрирует Западу, что конфуцианство, помноженное на современную технологию и менеджмент, представляет серьезное оружие модернизации без намека на вестернизацию. В России все иначе. Нас призывают войти в круг цивилизованных стран, общеевропейский дом и так далее. Академик Панченко, друг Л.Н., ядовито замечал по этому поводу. Они просятся в общеевропейский дом, а их дальше прихожей не пускают, разве что вышлют стакан водки и краюху хлеба. Примечание. СПБ «Панорама». Сентябрь, 1997 год, страница 70. Конец примечания. Как будто до пришествия Горби не были мы цивилизованной страной, как будто не Россия СССР дала миру Толстого и Достоевского, Королева и Шостаковича. В годы так называемых перестроечных мифологем с Запада пытались достучаться до нашего сознания, до лениво-нелюбопытной элиты, такие выдающиеся и без кавычек элитные интеллектуалы, как Александр Зиновьев, идеалист-коммунист, как он сам себя называл, с его анализом западнизма и критикой метаидеологии Запада. Примечание. Зиновьев. Запад. Феномен западнизма. Москва. 1995 год. Конец примечания. Владимир Максимов, Мария Розанова и многие другие. Все они в чем-то повторяли судьбу евразийцев, а потом и их горький вывод. Как писал когда-то Савицкий, то, что было неясно посетителю, стало ясно жильцу. Примечание. Евразия. Народы, культура, религия. 1993 год, номер 1, страница 37. Конец примечания. Ясна стала иноприродность. Предупреждения об иноприродности из далеких 20-х годов не дошли до так называемой демократической интеллигенции России. Она в большинстве своем оказалась неспособной понять ситуацию и в силу этого несет большую нравственную ответственность. Больше того, спустя 2 дня после бойни в Останкине и у Белого дома, большинство так называемой творческой элиты стали подписантами обращения к президенту
о котором Зиновьев отметил, что оно не имело прецедентов по подлости, жестокости и цинизму. Примечание. «La caduta del imperio del male». Турин, 1994 год, страница 128. Конец примечания. Кстати, так называемая творческая интеллигенция, один из шаблонов демо-жаргона, достаточно нелепое выделение. Неужели научно-техническая интеллигенция не творческая? Видимо, творцы демо-жаргона выделили артистов, журналистов, писателей в силу неизмеримо большей продажности именно этой части так называемой элиты. Именно она дала второе дыхание черной легенде в 80-х годах и особенно после развала СССР, всячески оплевывая свою страну, ее историю, ее людей. Чего стоит придумка «Совок», организовав беспримерную кампанию мазохизма и создание комплекса неполноценности у своего ли, собственного народа, став каким-то коллективным спичрайтером для малограмотного, но амбициозного нобелевского тракториста. Можно утешать себя тем, что не они олицетворяют теперь культуру. Но спрашивается, кого же мы видим на телевидении, в прессе, слышим ежедневно? Время такое. Культура такая, что она любит подтанцовщиков, подпевальщиков, создателей мелких жанров. Она любит людей, которые приукрашивают и смешат. Нет им числа, этим писателям, которые смешат, констатировал писатель, который грустит по поводу развала страны. Примечание. Есин. Персонажи смуты. Советская Россия. 5 марта 1998 года. Конец примечания. Элен как будто предвидел эту жалкую и подлую роль интеллигенции в новое смутное время, много раз в последних интервью повторял малопонятные тогда слова «Я не интеллигент». Элен, правда, был отнюдь не первым. Еще Победоносцев писал министру внутренних дел Плеве: «Ради Бога, исключите слова «русская интеллигенция», ведь такого слова «интеллигенция» по-русски нет. Бог знает, кто его выдумал, и Бог знает, что оно означает». Итак, модернистский вариант «Черной легенды» – творение российской псевдоэлиты. Именно она довела народ до того, что французский геополитик Пьер Галуа, вовсе не обязанный любить Россию и даже сострадать ей, предупреждает, почти просит оттуда, с Запада. Надо объяснить русским людям, что у них своя история, свои победы и поражения, свои традиции и обычаи, что они отличаются от других народов и от своих соседей. Навязать им чужие устои – абсурд. Запад воображает, будто его образ жизни, организация общества являются образцом, которому все должны следовать. Нет никакой причины соглашаться с этим. До чего дело дошло? После развала СССР можно унижать Россию, как это делает Бжезинский. Формула «лишняя страна» – его находка. Можно относить ее к странам с переходной экономикой. Куда? Даже к третьему миру. Издеваться могут все, кому не лень. От Госдепартамента США, вводящего новые, унизительные для русского человека правила получения виз, до Польши, внезапно перекрывающей доступ в страну нашим челнокам, и до властей демократической Латвии, где полиция прилюдно и безнаказанно избивала русскоязычных пенсионеров. Можно жалеть и оплакивать Россию, как это делают некоторые из подлинных ее друзей на Западе. Например, Кьезе в своей изумительно глубокой книге «Прощай, Россия». Примечание. Кьезе. «Прощай, Россия». Москва, 1997 год, страница 257. Но есть ли это победа Запада, западной цивилизации? Нет.
То, каким образом умирает эта империя, пишет Кьезе, является отражением победившей цивилизации, в свою очередь не отдающей себе отчета в том, что она вступила в свой заключительный кризис. Примечание Кьезе. «Прощай, Россия». Москва, 1997 год, страница 260. Конец примечания. Ситуация в России в послереволюционные годы была, может быть, еще сложнее, чем сейчас. Война, разруха, оккупация части страны. Но в 1919 году Владимир Иванович Вернадский, отец евразийца, писал: «Сейчас главнейшей силой, спаивающей новое русское государство, будет являться великая мировая ценность, русская культура во всех ее проявлениях». Примечание. Вернадский. Научная задача момента. Донская речь. 26 декабря 1919 года. Конец примечания.